Президент Российской Федерации Владимир Путин. Президент Республики Индонезии Прабово Субианто. Представитель короля Бахрейна по гуманитарной деятельности и делам молодежи шейх Насер бен Хамад Аль-Халифа. Заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян. Вице-президент Южноафриканской Республики Пол Машатиле. Модератор пленарного заседания Надим Катейш. Good evening, everyone. Добрый вечер всем. Господин президент, спасибо большое. Для меня большая радость и честь находиться с вами здесь, а также с вашими уважаемыми гостями. Хотел бы сказать, что Санкт-Петербургский международный экономический форум вновь и вновь показывает себя важной площадкой для дискуссий по тематике мировой экономики, а также политики. Сейчас самое подходящее время, чтобы оказаться сегодня здесь и обсудить то, что мы будем обсуждать после того, как заслушаем ваше выступление. От вас, господин президент, и от ваших уважаемых гостей. Спасибо большое еще раз, господин президент. Это очень интересная группа гостей. У нас представлен Китай, Индонезия, очень важная страна, представляющая АСЕАН. Есть Россия, конечно, Бахрейн, который является важной частью ССАГПЗ, а также Южная Африка, который является одним из государств-основателей группы БРИКС. И все равно некоторые продолжают утверждать, будто Владимир Путин находится в изоляции. Я думаю, что гости, напротив, свидетельствуют о том, насколько многополярным стал наш мир. Господин президент, пожалуйста, слово предоставляется вам, вы первый наш выступающий. Уважаемый господин Прабово Субианто, Ваше Высочество шейх Насер, уважаемый господин Дин Сюэсян, уважаемый господин Пол Машатиле, дорогие друзья, дамы и господа, приветствую всех участников и гостей 28-го Петербургского международного экономического форума. Его формат традиционно предполагает предметные, содержательные дискуссии по самым актуальным темам. И мы рады, что к их обсуждению на площадках форума присоединились представители 140 стран и территорий. В нынешнем году в числе таких тем, они все важные, ну, как в таких случаях коллеги говорят, в числе дискуссионных треков, качество роста в условиях многополярного мира и больших вызовов. А это тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику населения планеты, социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой, и мы видим это, к сожалению, сегодня на Ближнем Востоке. Наконец, это изменение климата и острые экологические проблемы, требующие ответа. И, конечно, переход к новому технологическому укладу, основанному на цифровых платформах, искусственном интеллекте и автономных системах, способных принимать решения даже без участия самого человека. Вопрос в том, как сделать так, чтобы позитивные технологические изменения распространялись повсеместно, чтобы новые цифровые технологические решения были доступны, позволяли странам и регионам, городам выходить на новый уровень развития, прогресса, подниматься вверх, добиваться того, чтобы эффект от технологического прорыва приносил благо, пользу всем,
включая изменение структуры общества, снижение уровня бедности и повышение качества жизни, а также равные возможности для каждого человека получать знания, которые помогут ему раскрыть свой потенциал. То есть, чтобы был реализован фундаментальный принцип справедливости. В ходе своего выступления остановлюсь на том, какие задачи стоят перед нашей страной, перед Россией в этих сферах, что мы делаем для их решения вместе с бизнесом, научными и общественными объединениями, а также о том, какие предлагаем подходы, чтобы поддержать экономический рост не только в нашей стране, но и создать совместные механизмы глобального и регионального развития в партнерстве с дружественными нам странами. Начну с текущего состояния российской экономики. Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние 2 года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рост темпами выше среднемировых. Если говорить о структуре этого роста, то приведу специальный показатель, так называемый ненефтегазовый ВВП. Он очищен от влияния отраслей, связанных с добычей углеводородов. Так вот, прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2%, в 2024 почти 5, 4,9%. То есть здесь цифры весомые, и они более такие основательные, чем ВВП в целом. Иными словами, вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным. При этом общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но все-таки мы должны внимательно смотреть за структурой этого роста. За 2 года со знаком плюс отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия. То есть практически все ключевые системообразующие отрасли отечественной экономики. О чем это говорит? О том, что благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, их коллективов, управленцев, благодаря инициативе, труду миллионов предпринимателей, наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представление о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов, явно устарели. Они уходят в прошлое, реальность говорит о другом. Россия уже занимает 4-е место в мире по объему валового внутреннего продукта. В Европе 1-е. Это не на душу населения, а валовый внутренний продукт, то есть объем экономики. Но все-таки это очень знаковый показатель. Но, конечно, мало достичь этой позиции. Важно постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик. Создавать комфортные условия, чтобы бизнес и отечественный, и из дружественных стран вкладывал ресурсы, модернизировал и расширял производство именно в России. Наша важнейшая задача текущего года – обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики, годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%. Конечно, это еще много, но таргетирование инфляции продолжается. Конечно, здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центрального банка. Вместе с тем, на что хотел бы обратить внимание, инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты, и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики. Но изменение потребительских цен – это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост – это и
умеренная инфляция и низкая безработица и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий. О ситуации на рынке труда я еще скажу позднее. Сейчас же отмечу, что за первые 4 месяца текущего года ВВП России прибавил 1,5% в годовом выражении. В том числе в апреле рост ускорился до 1,9%. Вместе с тем, некоторые специалисты и эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить. Я знаю, что на площадках форума вы услышали и те дискуссии, которые идут в правительстве между Центральным банком России и правительством. Вы наверняка уже погрузились в материал. Нужно вести грамотную, продуманную бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику. Настраивать их механизмы прежде всего на поддержку и стимулирование роста. Естественно, при обеспечении макроэкономической, инфляционной и финансовой стабильности. То есть наш стратегический вектор именно в том, чтобы активно, последовательно, шаг за шагом менять структуру отечественной экономики. Мы здесь, как уже сказал, многого добились, но очевидно, что критически важно идти вперед, тем более с учетом кардинальных изменений в мире. О важности дополнительных действий на этот счет мы говорили на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам еще в декабре прошлого года. Правительство, регионы, бизнес, экспертное и научное сообщество вместе определяли задачи повышения темпов долгосрочного роста и структурных изменений экономики. Сегодня в общем виде предлагаю остановиться или планирую остановиться на этих ключевых направлениях. Прежде всего, это изменение характера занятости и структуры потребления. Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан. Для этого и для того, чтобы и молодежь, и люди в зрелом возрасте могли реализовать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции, успешно строить карьеру, увеличивать свой доход. То есть речь о переходе к экономике высоких заработных плат и основанных не на том, что не хватает, есть дефицит рабочей силы, и предприниматели вынуждены поднимать в этой связи заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и на повышении производительности труда. За последние 4 года количество занятых в России выросло на 2 миллиона 400 тысяч человек. Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3%. Мы добились исторического минимума безработицы. Что важно, есть позитивная динамика в субъектах Федерации, где проблема занятости традиционно была острой. Но российские коллеги знают, речь прежде всего о юге России, о Северном Кавказе. Но здесь сокращение уровня безработицы составляет примерно, безработица сократилась примерно в 2 раза. Это очень хороший показатель. Здесь сработали и грамотная стимулирующая макроэкономическая политика, и активные действия региональных властей при поддержке федеральных программ в сфере занятости. А также, что важно, широкое внедрение современных технологических решений, таких как платформенная занятость и цифровые маркетплейсы. Ну вот некоторые наши коллеги, например, наш гость из Бахрейна говорил, что он был только что в Чеченской республике и видел, как республика развивается. Действительно, все это на примере Чечни видно очень хорошо. При этом, что хочу отдельно подчеркнуть, растет занятость среди молодых людей, которые только выходят на рынок труда, получают свое первое место работы. По показателю молодежной безработицы Россия входит в число лучших в мире. У нас она составляет около 7,5%. Для примера, в таких странах, как Франция, Великобритания, молодежная безработица примерно 16 и 11% соответственно. Вообще молодежная безработица – это острейшая экономическая и социальная проблема в современном мире. В России, как мы видим, в целом удается идти по правильному пути, и думаю, что мы можем сказать, что мы ее решаем.
Конечно, нам есть куда стремиться, но вновь подчеркну, прогресс в этой сфере очевиден. И это особенно важно, так как эффект от активной занятости молодежи проявляется не только, что называется, здесь и сейчас. Успешный старт, востребованность на рынке труда определяют в дальнейшем более качественную профессиональную карьеру молодого человека, его место в обществе. Во многом влияют на его стремление создавать семью, заботиться о родителях, воспитывать своих детей. И не только первенца, но и второго, дай бог, и третьего и последующих детей. Речь идет о важнейшем вопросе общественного, экономического, демографического развития страны. Далее. У нас растет занятость в отраслях, где формируется конечный продукт. В секторах высокотехнологичной экономики, в том числе я имею в виду обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм, а в обеспечивающих отраслях, например, в торговле, государственном управлении и финансах, там занятость, напротив, объективно и обоснованно сокращается. Это, думаю, что кто-то знает, но думаю, что не все. Это, понимаете, это очень хорошая тенденция и показатель хороший. Например, для справки, значит, если посмотреть в динамике, например, в сфере информации и связи у нас увеличение произошло сейчас на 353 тысячи человек, плюс 29,7%. В обрабатывающих отраслях промышленности на 10,2%. А в свою очередь количество работников в сфере торговли, например, сократилось на 170 тысяч человек, это минус 3%. Это постепенные, но очень значимые и важные тенденции, которые отражают структурные и качественные изменения. Мы намерены и дальше, через повышение эффективности экономики, внедрение цифровых платформенных решений, способствовать снижению доли занятости в так называемых обеспечивающих секторах. Естественно, мы должны дать занятым здесь людям альтернативу. Для этого будем стимулировать создание современных, более привлекательных рабочих мест с высокой производительностью труда, которые отвечают новому технологическому укладу. Под его потребности, а главное, в интересах людей, нужно донастраивать трудовое законодательство. Правительство подготовило пакет таких изменений и прошу Государственную Думу принять их в короткие сроки. Повторю, именно в качественной, структурно новой занятости ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Конечно, это еще остается для нас проблемой, но мы ее последовательно решаем. Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны. И в целом достигли, я хочу об этом тоже сказать отдельно, особо подчеркнуть, мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации. По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется. По итогам первого квартала текущего года, по сравнению с тем же показателем год назад, численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась более чем на 2 миллиона людей. Но представители российской части нашего сегодняшнего собрания знают, но я повторю для наших гостей, в 2000 году уровень бедности составлял 29% Российской Федерации. И в такой, скажем прямо, унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллиона человек. По итогам 2024 года это уже не 29%, а 7,2%. И это не 42,3 миллиона человек, это 10,5 миллиона человек. Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы эту цифру сокращать. Мы так и собираемся делать, и до 7% сокращать, и далее до 5%. Однако в целом по экономике уровень заработных плат в России пока еще, конечно, недостаточный. Хочу это тоже подчеркнуть. Уже говорил, нужно ставить здесь амбициозные цели, формировать экономику высоких заработных плат. Повторю еще раз, это очень важно, на основе повышения производительности труда. Кстати, доля оплаты труда в ВВП России увеличилась с 40 с небольшим процентом в 2021 году до почти 44% в 2024.
На чем мы сосредотачиваем усилия? Прежде всего, адаптируем образовательные программы под потребности реального сектора. Кстати, динамика молодежной безработицы, о которой я только что сказал, показывает, что мы движемся в правильном направлении. Добавлю, что в этом году в преддверии нашего форума вышел рейтинг образовательных организаций России по уровню трудоустройства и зарплаты выпускников этих вузов. Он позволяет увидеть, какие профессии наиболее востребованы на рынке труда, какие учебные заведения дают самое качественное и, что важно, нужное экономике образования. Такой рейтинг – один из ключевых показателей эффективности управленческих команд учебных заведений. И прошу руководителей профильных министерств, коллег как на федеральном, так и на региональном уровне обращать на это самое пристальное внимание. Использовать рейтинг как инструмент управления изменениями в сфере профессионального образования. Далее. Для увеличения доходов граждан необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, чтобы у них была возможность профессионально расти, переходить в другие компании, переезжать в другие регионы. Мобильность рабочей силы должна повышаться. Это очень важно для развития экономики и позволяло бы занимать людям более перспективные позиции с лучшими условиями и большей заработной платой. И, конечно, важно инвестировать в новое оборудование, заниматься автоматизацией, роботизацией производств, чье обслуживание, в свою очередь, требует профессиональных, компетентных, а значит, высокооплачиваемых сотрудников. Подчеркну, повышение зарплат играет важную роль не только для каждого конкретного человека, для благополучия его семьи, условия воспитания детей, но и для всей экономики России. Потому что рост доходов и снижение неравенства в обществе влечет за собой и изменение структуры спроса. Все очень взаимосвязано. Делает ее, эту структуру, более сбалансированной, стимулирует потребление отечественных товаров и услуг. В том числе, например, речь идет о туристической индустрии, сфере общественного питания, отраслях, которые капитализируют наше природное достояние, повышают потенциал городов и поселков, делают их более комфортными, удобными для жизни, работы и отдыха. Напомню в этой связи, что мы с коллегами из правительства договорились ввести новую систему налогообложения общепита с фискальной ставкой, с фиксированной, ставкой НДС. Часть поступающих доходов напрямую пойдет в муниципалитеты, что даст им дополнительный ресурс для проектов и программ развития на местах. Прежде всего, для повышения качества жизни. Мы обязательно будем поддерживать и быстро растущие отрасли креативной экономики, которые связаны с наукой, культурой, искусством и творчеством, включая такие направления, как архитектура и дизайн, кино и музыка, издательская деятельность и выпуск программного обеспечения и так далее. Все то, что эксперты называют экономикой впечатлений. В текущем году вступил в силу федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий. До конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого современного сегмента экономики и общественной жизни, создавать необходимую инфраструктуру. Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами федерации подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта на этот счет. Отдельно скажу о повышении туристической привлекательности российских городов и поселков. Зримым воплощением нашей национальной идентичности, самобытности, настоящими точками притяжения туристов являются старинные здания, храмы, усадьбы, объекты культурного наследия. Мы договорились к 2030 году отремонтировать, привести в порядок не менее 1000 таких объектов по всей стране, дать им вторую жизнь, в том числе за счет открытия музеев, просветительских и выставочных центров, гостиниц и так далее и тому подобное. Пилотная программа по восстановлению объектов культурного наследия с льготным кредитованием таких проектов уже охватила 9 регионов России. Теперь задача расширить ее на остальные субъекты федерации, чтобы выделенные средства дали больший эффект. Предлагаю следующее решение.
а именно объединить ресурсы двух программ льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия. Таким образом, на реставрацию и капитальный ремонт старинных зданий, в том числе в интересах бизнеса, можно будет дополнительно привлечь ресурсы с пониженной ставкой. Кроме того, предлагаю распространить на эти проекты механизм зонтичных, так называемых зонтичных поручительств Корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Добавлю, что на объектах культурного наследия сложный инвестиционно-строительный цикл. Те, кто занимаются этим, прекрасно понимают, о чем я говорю. Он занимает долгое время, которое нужно обоснованно сокращать, избавляться от явно избыточной формалистики, не в ущерб, конечно, сбережению исторических памятников. Я прошу коллег из администрации президента на площадке соответствующей межведомственной группы подготовить решения как по этому вопросу, так и в целом по восстановлению объектов культурного наследия. Выше упомянул программу создания туристической инфраструктуры. Напомню, что мы активно, деликатно, правда, вовлекаем в туристическую сферу наши национальные парки, создаем условия для их посещения туристами, конечно, с бережным, внимательным отношением к природе, охраняемым экосистемам. Это еще один пример того, как Россия реализует экологическую повестку, не рассчитывает на природные богатства в погоне за сиюминутной выгодой, а сохраняет и приумножает их в интересах людей и во благо всего общества. В развитии этой темы могу сказать еще вот о чем. У нас за прошлые десятилетия накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Конечно, они вредят и природе, и людям, создают проблемы. Предлагаю подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов. Технологии на этот счет имеются, надо их использовать. Таким образом, бизнес сможет одновременно получить прибыль, помочь ликвидировать накопленный экологический вред, и при этом стимулировать развитие отечественной науки и промышленности, ну и заняться оздоровлением обстановки экологической. Уважаемые коллеги, освоение новых производственных, высокотехнологичных, сервисных направлений, расширение палитры хозяйственной деятельности – все это элементы структурных изменений в экономике России. В этой связи второе ключевое направление наших действий, на котором остановлюсь сегодня, это новое качество инвестиционного климата. По сути, речь идет о кардинальной минимизации издержек бизнеса, предпринимателей по всем направлениям. От строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до текущей операционной деятельности, включая все виды учета и нотариальное сопровождение. Здесь мы работаем в тесном контакте с регионами, предпринимательскими и экспертными кругами. Вместе добиваемся того, чтобы деловая инвестиционная активность росла в масштабах всей страны, в каждом городе и населенном пункте. Напомню о поставленной задаче. Объем вложений в основной капитал в России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Правительство уже запустило систему поддержки инвестиций в регионах. Она подразумевает полное, комплексное сопровождение инвесторов, вплоть до ввода предприятия в эксплуатацию, с доступом ко всем механизмам поддержки, включая налоговые льготы и вычеты. Будем внимательно отслеживать эту практику, вносить изменения, исходя из пожеланий бизнеса, его запросов и потребностей. И, конечно, ориентироваться на регионы-лидеры в привлечении капиталовложений, масштабировать их успешный опыт и лучшие практики. По традиции в рамках нашего форума хочу назвать результаты, сказать о результатах национального рейтинга состояния инвестиционного климата. И его ведет Агентство стратегических инициатив. Теперь рейтинг охватывает большее количество показателей – 82 вместо 70. То есть он стал более детальным, подробным, а значит информативным. По-прежнему этот рейтинг возглавляет столица России – Москва. Далее следует Республика Татарстан и Нижегородская область, которая показала самую высокую динамику индекса в этом году.
Оба региона заняли второе место с одинаковыми результатами. Причем их нынешние параметры и инвестиционной привлекательности оказались выше, чем были у той же Москвы, но в прошлом году. О чем это говорит? О том, что планка лидерства постоянно повышается. В работе над инвестиционным климатом нельзя останавливаться. Надо постоянно смотреть вперед, ставить новые задачи. На третьем месте рейтинга Московская область и Республика Башкортостан. А всего за прошедший год 57 регионов повысили свой интегральный индекс. В том числе, отмечу, Челябинскую, Тверскую, Смоленскую и Калужскую области, а также Воронежскую, Саратовскую, Сахалинскую, Новосибирскую, Липецкую области и Алтайский край. Их динамика самая высокая. Я поздравляю коллег, региональные команды с этим результатом и желаю всем регионам дальнейших успехов в этой важной сфере. Давайте отметим их успехи. Спасибо. Спасибо. Как уже сказал, наряду с поддержкой инвестиций мы улучшаем условия повседневной деятельности бизнеса. А здесь, как известно, множество задач от регистрации компаний до решения вопросов неплатежеспособности. Правительство вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами ОСИ развернуло большую комплексную работу. Формирует национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В ее основе международные методики. Но подчеркну, с учетом нашей специфики и национальных целей развития, которые мы обозначили перед собой, такая модель должна быть готова уже в сентябре текущего года. О чем идет речь? О конкретных изменениях, понятных для бизнеса, ощутимых, которые можно измерить. Например, к 2030 году почти вдвое необходимо сократить сроки присоединения к электросетям. Или более чем в 1,5 раза снизить время, которое тратится на подготовку и подачу документов при уплате налогов. Ориентир для национальной модели, чтобы Россия к 2030 году была в 20-ке мировых лидеров по условиям ведения бизнеса с учетом обновленных международных методик. Стало примером и для наших друзей, для наших партнеров, скажем, в рамках БРИКС. Самое главное, чтобы деловой климат позволял расширять и укреплять базу нашей экономики, делать ее более устойчивой и при этом динамичной, нацеленной на увеличение выпуска товаров и услуг, на их продвижение как на внутреннем рынке, так и на глобальные международные рынки, на экспорт. Отмечу, что конкурентоспособность отечественной промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и многих других отраслей должна базироваться на наших собственных технологических решениях. Это третье направление структурных изменений. Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее, а мы хотим. Нам предстоит в полную силу развернуть новый этап технологического развития страны. Ключевым инструментом здесь призваны стать национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. Они запущены в текущем году, и мы с коллегами договорились, что мероприятия этих нацпроектов будут актуализироваться и дополняться. К 2030 году совокупные затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП. Здесь особая роль отводится частному бизнесу. Его вложения на эти цели должны быть увеличены не менее чем в 2 раза. Что в этой связи хотел бы подчеркнуть? На поддержку технологического обновления российской экономики заточены почти 20 фондов и институтов развития. Однако у каждого из них своя методология, свои подходы. В результате предпринимателям приходится по-разному оформлять одну и ту же техническую или другую документацию. С другой стороны, бывает и так, что фонды и институты развития конкурируют за одни и те же проекты. Да, конкуренция, разумеется, полезна, но в данном случае такое ведомственное соперничество не на пользу делу, а напротив, снижает эффективность финансовых организационных ресурсов. Мы недавно создали специальную рабочую группу при Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Ее возглавил председатель Внешэкономбанка господин Шувалов. Я прошу коллег из рабочей группы проанализировать деятельность фондов и институтов развития на технологическом направлении. Задача – убрать дублирующие функции, скоординировать работу институтов развития и подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса. От регистрации изобретения до серийного выпуска высокотехнологичной продукции. Отмечу, что за 2 года число заявок на изобретение от отечественных компаний и научных организаций выросло на 13%. Хорошие показатели. В том числе есть и рост в области оптических, компьютерных технологий, потребительских товаров, фармацевтики. Однако важно не только разрабатывать решения, но и быстро воплощать их в товарах, в услугах, востребованных как внутри страны, так и в мире, способных улучшать качество жизни граждан, сделать эту жизнь более комфортной и удобной. Мы договорились, что коллеги в правительстве будут держать на личном контроле внедрение новых технологий по своим сферам ответственности, донастроить нормативную базу на эксперименты, обкатку и на тиражирование перспективных решений. Дополню, считаю нужным, чтобы правительство готовило ежегодный доклад о динамике технологического развития страны, где в том числе будут оцениваться текущий уровень технологического суверенитета и прорывные решения технологического лидерства, а также темпы их внедрения по отраслям экономики. К сожалению, сегодня уровень так называемой коммерциализации изобретений научной и университетской среды невысок. Так, у малых инновационных предприятий, которые создаются вузами и научными организациями, только одно изобретение из 100 доходит до практического результата. Повторю, этого мало, абсолютно недостаточно. Необходимо более активное взаимодействие между образовательными организациями, научными институтами и бизнес-средой. И нужно помогать им найти друг друга. У нас действует программа «Университет предпринимателей». В ее рамках опытные бизнесмены работают вместе со студентами в специализированных мастерских на базе вузов, готовят передовые технологические решения и продукты. Первые результаты есть. В проекты привлечены свыше 270 миллионов рублей внебюджетных средств, а в текущем году количество вузов-участников этой программы удвоится. Прошу правительство подумать о том, чтобы масштабировать этот механизм с отработкой сотрудничества на всех этапах, от формулировки идеи проекта до выхода в самостоятельный бизнес, создания совместных компаний, научных школ, университетов и предприятий реального сектора экономики. Что еще здесь важно? Необходимо и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, а именно расширять возможности кредитования под залог патентов и товарных знаков. Они должны стать для бизнеса реальным активом, который помогает привлечь средства на создание или расширение производств. Кстати, в России уже около 1 миллиона действующих товарных знаков. Только за прошлый год наши предприниматели зарегистрировали почти 77 тысяч брендов. В основном товаров легкой промышленности, программного обеспечения, бытовой химии и некоторых других изделий. Это на 12% больше, чем годом ранее. Хороший рост, заметный. Мы будем поддерживать новые российские бренды. Так, через месяц в Москве подведем итоги очередного конкурса. Вроде так и называется «Знай наших». Весомая доля заявок на участие в конкурсе приходится на малые и средние компании, а они особенно нуждаются в продвижении, выходе на новые рынки. Небольшой бизнес, отдельный предприниматель, просто мастеровой человек из небольшого города или села сегодня может найти покупателей своей продукции или услуг с помощью маркетплейсов, что раньше было практически невозможно. Их аудитория, клиентская база неуклонно растет, как у нас в стране, так и во всем мире. В отличие от большинства стран, зависящих от глобальных платформ, у России есть примеры, хорошие примеры собственных успешных электронных площадок. Это реальное, весомое достижение отечественного бизнеса, которым, безусловно, можно гордиться.
Мы продолжим создавать условия, при которых российские цифровые платформы будут развиваться, конкурировать с международными гигантами. Уже подготовлен законопроект, который станет первым шагом к формированию современной нормативной базы для платформенной экономики. Прошу Государственную Думу ускорить принятие данного законопроекта. Добавлю, что в сфере цифровых платформ есть и свои проблемные вопросы. Это в том числе недобросовестные практики ведения бизнеса, нарушение конкуренции и порядка использования данных. Прошу коллег из администрации вместе с правительством и представителями отрасли обсудить эти темы в рамках межведомственной рабочей группы. Также прошу внимательно проанализировать действующее регулирование не цифровой, а традиционной, так называемой офлайн торговли, то есть магазинов, торговых сетей и так далее. Такое регулирование уже во многом устарело. Оно создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям. Добавлю, что маркетплейсы располагают большим массивом данных по состоянию рынка, по самочувствию бизнеса, понимают, какая поддержка ему нужна, будь то реклама или сбыт продукции, подбор кадров или получение кредита. Нужно обязательно использовать эти возможности для развития малого и среднего предпринимательства по всей стране. Прошу правительства подготовить предложения по координации, стыковке информационных и других инструментов поддержки, продвижения бизнеса, которые есть у цифровых платформ и у государства, включая финансовые и гарантийные механизмы корпорации малого и среднего предпринимательства. Далее. Собственные независимые решения, в том числе цифровые, нужно использовать для укрепления инфраструктуры внешней торговли, имея в виду логистику, страхование, платежные системы. У нас уже заработала государственная система электронных перевозочных документов. Все основные бумаги для грузоперевозок на автомобилях, транспортную накладную, путевой лист сейчас можно оформить в электронном виде. Ежемесячно выдается более 1,5 миллиона таких документов. Будем переводить на цифру, на платформенные решения весь транспортный контур России, включая автомобильное, воздушное, железнодорожное, речное и морское сообщение. То есть речь идет о создании национальной цифровой транспортно-логистической платформы. В том числе на такой современной технологической базе получат развитие международные артерии, проходящие по территории нашей страны, включая трансарктический транспортный коридор от Санкт-Петербурга через Мурманск во Владивосток и другие. Что касается платежной инфраструктуры, то здесь мы продолжим тесно работать с коллегами по БРИКС, выстраивать эффективные, надежные и, повторю, независимые от внешнего вмешательства механизмы и сервисы. Здесь, конечно, востребован опыт наших стран в создании и обращении цифровых национальных валют. В России соответствующий пилотный проект реализуется уже почти 2 года. Отработаны все основные операции, включая открытие и закрытие счетов, переводы между физическими и юридическими лицами, оплата товаров и услуг. Сейчас задача сделать использование цифрового рубля массовым, как среди граждан, так и предприятий, банков. Я прошу центральные банки и правительство ускорить необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы. В этой связи 4-е направление структурных изменений – это новое качество внешней торговли, как экспорта, так и импорта. Уже поставлена цель увеличить ненефтегазовый экспорт. Для этого будем развивать отношения с партнерами, снимать барьеры в торговле, открывать новые рыночные ниши, создавать инфраструктуру и углублять инвестиционное сотрудничество. Напомню, что мы договаривались подготовить долгосрочные планы взаимодействия с ключевыми партнерами. Хороший пример такой работы – план стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой до 2030 года. Подготовка планов действий, в том числе с такими странами, как Индия, должна быть завершена в ближайшее время. Мы продолжим реализовывать нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Будем поддерживать инициативы наших иностранных друзей, в которых используются российские технологические платформы.
А значит, наши машиностроители получат дополнительный спрос. Так, в ближайшие годы в странах СНГ, включая Белоруссию, Узбекистан, Казахстан, а также в Турции и Вьетнаме, ряде других стран будут реализованы крупные проекты в энергетике, в том числе атомной, в добывающей и обрабатывающей промышленности. В их основе именно российские технологические решения. Кроме того, в них принимают участие отечественные финансовые структуры. Наращивание нефтегазового экспорта – это только часть задач в сфере внешней торговли. Важно последовательно трансформировать, структурно менять наш импорт, то есть продукцию, которую мы покупаем. При этом постепенно увеличивая долю так называемых трудоинтенсивных товаров и услуг, которые требуют больших трудовых ресурсов, затрат физического ручного труда. Нам же в России, напротив, нужно концентрироваться на производстве более технологичных, сложных товаров и услуг с большей стоимостью, степенью автоматизации, с высокой добавленной стоимостью, что будет также способствовать улучшению качества занятости в нашей стране. И, конечно, вместе с партнерами по Евразес будем так настраивать таможенную и тарифную политику, чтобы стимулировать формирование новых производственных цепочек, перенос в наши страны передовых технологических решений, что также должно помочь повысить качество занятости, создавать в России высокооплачиваемые рабочие места. Прошу правительства вместе с бизнесом провести соответствующий анализ и представить в ближайшие месяцы предложения по конкретным действиям в этом направлении. Уважаемые коллеги, финансы, инфраструктура, реальный сектор экономики России развиваются на принципах технологичности, гибкости, быстрого ответа на внешние вызовы и изменения спроса наших граждан, и наших зарубежных партнеров. Этот подход в полной мере применим не только к гражданскому сектору, но и к сфере обороны и безопасности, к работе ОПК. Наша встреча, она всегда сосредоточена вокруг вопросов прежде всего экономического развития, экономического роста, состояния экономики, но в современном мире уже все меньше и меньше идет разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики. В некоторых странах вообще нет никакой разницы. Но кардинальные изменения здесь – это пятое направление структурного обновления экономики и в целом укрепления нашего суверенитета. Ключевые принципы здесь следующие. Первое – это технологичность. На всех этапах, от разработки и производства до логистики, закупок и обеспечения конкретных подразделений, воинских подразделений, нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их и в сфере обороны и безопасности. Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения. А часто и налаживать-то не нужно, потому что некоторые вещи, они по определению являются двойного назначения, которые востребованы в сфере морской, речной техники, в авиастроении, электронной промышленности, в производстве медицинского оборудования, в сельском хозяйстве и так далее. Я могу сказать и больше. Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте. Ситуация развивается так, я только что об этом сказал, что все более конкурентными являются высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи. Второе – это скорость изменения. Сегодня у лидеров глобального бизнеса, в том числе у некоторых наших компаний, время от идеи до реализации в продукт сократилось до кварталов или даже месяцев. А сроки от производства до получения продукта потребителям уже идут не на недели, а на дни. Сфера обороны и безопасности должна ориентироваться именно на такие стандарты. И, конечно, дальше гибкость. Речь идет о повышении роли и командиров воинских частей и подразделений, и руководителей предприятий ОПК, в том числе в принятии решений от технологического обеспечения, апробации новой техники и систем вооружения до выработки
тактики достижения результата. Именно повышается роль этих звеньев. Я думаю, что коллеги, когда и в военной области, и в сфере ОПК услышат, они, уверен, все со мной согласятся. Важно также и создание механизма быстрого распространения таких лучших практик. У нас это получается. Четвертое. Экономическая эффективность обеспечения безопасности и решения задач в сфере обороны. Яркими примерами здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, скажем, в Москве, а также применение недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые стали эффективным средством поражения дорогостоящей техники. Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Все идет в копилку для принятия нужных, правильных решений и в необходимом для нас направлении. В целом наш оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп. Предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники. И вновь подчеркну, мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники, образцами вооружения и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность. При этом намерены развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. Причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей под ключ. Уважаемые коллеги, сегодня остановился на 5 основных направлениях структурных изменений российской экономики. На эти задачи ориентированы уже запущенные национальные проекты и государственные программы. Их работа должна постоянно донастраиваться, учитывать изменения ситуации в мире, новые открывающиеся возможности. Прошу правительства оцифровать и взять на особый контроль ключевые индикаторы структурных изменений в нашей экономике, а также на регулярной основе контролировать их динамику и корректировать реализуемые мероприятия. Уже говорил, что глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию за последние десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину планеты. Если в начале 21 века страны БРИКС, например, составляли 5-ю часть глобальной экономики, всего 5-я часть, то сегодня это уже 40% глобальной экономики. И очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт. Это будет происходить неизбежно. Прежде всего за счет динамичных государств глобального юга. Нужно, чтобы этот рост становился все более устойчивым, охватывал как можно больше стран. Для этого необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый «золотой миллиард» выкачивает ресурсы из остальных государств в интересах узкого круга так называемых элит, даже не в интересах всего народа этих стран, а именно в интересах элит. Если мы посмотрим, как накапливались средства, скажем, в Соединенных Штатах за последние десятилетия, именно элиты там получали основные доходы. Это же открытые данные. До рядовых граждан, до среднего класса эти сверхдоходы не доходили. В этом может быть и основа тех изменений, которые происходят, в том числе в политической сфере. Мы должны добиваться того, чтобы все эти изменения отражались на качестве жизни людей в наших странах, отражались в сфере науки, образования, в технологиях, в инфраструктуре. Именно эти приоритеты обозначает перед собой Россия, реализуя собственную повестку развития. Стратегические сферы и направления, которые сегодня обозначил, нуждаются в стабильных, долгосрочных притоках капитала, в том числе со стороны международных компаний, инвесторов. Чтобы их обеспечить, предстоит создать открытую и справедливую платформу
глобального роста. Она будет объединять инвестиционные механизмы и технологические стандарты, финансовые и логистические сервисы, торговые инструменты и другие решения. Повторю, задача не в том, чтобы модернизировать старые механизмы эпохи глобализации. Они себя во многом изжили или даже дискредитировали. Нужно предложить именно новую модель развития, свободную от политических манипуляций, учитывающую национальные интересы государств. И, конечно, эта модель должна фокусироваться на потребностях граждан и их семей. На саммите БРИКС, кстати, который состоялся осенью, как я уже упоминал, прошлого года в Казани, 35 стран, представляющие почти 2/3 населения планеты и половину глобальной экономики, выразили общее понимание подходов, необходимых для будущего мира. Уже сегодня страны БРИКС задают планку в развитии так называемых человекоцентричных отраслей. Запускаются крупнейшие проекты по улучшению среды для жизни. Государства БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта. И, конечно, особое внимание уделяем укреплению связей внутри БРИКС. Взаимный товарооборот наших стран уже превысил $1 триллион и продолжает расти. Все это, по сути, элементы глобальной платформы роста. И они строятся на ключевых принципах БРИКС. А это консенсус, паритет, учет интересов друг друга. И что особенно важно, открытость для всех, кто желает присоединиться к этой работе. Ведь чем шире круг государств, вовлеченных в формирование и развитие такой платформы, тем прочнее и эффективнее она будет. Тем больше выгод принесет всем, кто понимает свою ответственность перед будущим и перед будущими поколениями своих стран. Россия приглашает партнеров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста. Вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие-многие годы вперед. Ровно для этого в текущем году мы провели в Москве открытый диалог, в котором приняли участие представители более 100 государств. Намерены не только сделать такой формат регулярным, но и построить вокруг него целую экосистему для обсуждения, проработки и реализации прорывных идей. Глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют безусловного и глобального ответа. Решить проблемы в одиночку, тем более за чужой счет, уже просто невозможно. Это иллюзия. Только совместные действия в рамках такой организации, например, как БРИКС, некоторых других форматов, могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперед. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Господин президент, большое спасибо за ваше выступление. Она задала тон очень интересному обсуждению, которое состоится у нас чуть позже. И теперь с удовольствием предоставляю слово президенту Республики Индонезии Прабово Субьянту. Прошу вас. Your Excellency, Ваше превосходительство, President Vladimir Putin, президент Владимир Путин, президент Российской Федерации, Your Excellency Prince ваше Nasser bin превосходительство, Hamad Al Khalifa, принц National Security Насер бин Advisor Хамада to Аль the King of Халифа, Bahrain, Your Excellency Paul советник Mashatile, по вопросам Vice безопасности President of Величества South Короля, Africa, Your ваше Excellency превосходительство, вице-президент Южноафриканской Республики, Zhejiang, Vice Premier ваше People's превосходительство, Republic of China, distinguished ministers, господин Дин Сюэсян, заместитель председателя Государственного совета Китайской Народной ladies and Республики, gentlemen, participants of this уважаемые forum. участники нашего форума, дамы и господа. Honored here Для меня today большая честь to be invited and to speak
выступать перед вами, приняв приглашение к участию на этом форуме в Петербургском международном экономическом форуме 2025 года. Это форум, который объединяет и собирает лидеров Запада, глобального Юга, Востока. И это та точка, где встречается вся Евразия. Индонезия рассматривает данное участие в качестве возможности завоевать доверие, заключать сделки в условиях все более усложняющейся геополитической обстановки. Сделки, которые пойдут на пользу всем нам, которые обеспечат совместный успех. В связи с этим я хотел бы официально представиться. Меня зовут Прабо Субьянто, я президент Республики Индонезия. Я вступил в должность 20 октября 2024 года. И это первый международный экономический форум, в котором я принимаю участие, поэтому, извините, я немного нервничаю. Индонезия четвертая по численности населения страна в мире. Ежегодно появляется 5 миллионов новых индонезийцев. Ежегодно 5 миллионов новых индонезийцев. Это означает, что речь идет о населении Сингапура. Через 10 лет у нас будет 10 Сингапуров в Юго-Восточной Азии. Я привожу эти цифры в качестве иллюстрации масштабов и размера Индонезии. Это дает нам огромные возможности, но вместе с тем возникают и серьезные проблемы. Любой лидер Индонезии должен думать о том, как накормить 5 миллионов новых ртов ежегодно. Как обеспечить 5 миллионов новых мест в школах? Как обеспечить этих людей медицинским обеспечением? Но самое главное, и то, что прежде всего требует внимания, это обеспечение продовольствием этого населения. Я считаю, что задача любого государства – это защита своего народа. А это означает, что мы должны защищать наш народ от голода, от бедности и от страданий, которые вызваны сложными условиями, в которых они существуют. Поэтому, когда я пришел на пост руководителя правительства Индонезии, моя первая задача стояла в том, чтобы обеспечить самодостаточность в продовольствии. Второе – самодостаточность в области энергетики. Третье – было необходимо повысить качество образования и уровень образования индонезийцев, чтобы мы могли конкурировать в очень сложных условиях 21 века. В-четвертых, мне было необходимо ускорить темпы индустриализации Индонезии. Индонезии повезло в том смысле, что Всевышний наделил нас богатейшими природными ресурсами, огромными ресурсами. Но эти огромные ресурсы, если не пользоваться ими разумно и грамотно, могут стать проклятием для нашего народа. Да, у нас есть огромные лесные пространства, у нас гигантские запасы полезных ископаемых. У нас есть масса сырьевых ресурсов, которые востребованы на мировом рынке. Однако всем этим необходимо грамотно и эффективно управлять. И поэтому, на мой взгляд, любая страна должна иметь собственную экономическую политику и собственную экономическую философию. Одна из серьезнейших ошибок, которые допускают многие страны Юго-Восточной Азии, заключается вот в чем. Мы всегда следуем в фарватере самых крупных, самых мощных сил в
на нашем мире. За последние 30 лет the dominance мы of the были свидетелями neoliberal, доминирующего положения classical неолиберальной, капиталистической, классической модели which свободного basically рынка. tends to be laissez-faire. Это And the Indonesian elite followed this philosophy философия, эта модель следовала for, in my opinion, концепции свободной экономики, we have и наша not индонезийская managed элита следовала to create в фарватере этой модели. Я a считаю, level что playing field for нам all our необходимо people. создать равные условия There is для всех vast growth. наших народов. We have grown Да, 5%. мы демонстрируем высокий темп continuously, экономического роста. Мы especially the last 7 years. за последние 7 лет достигали Yes, темпов роста порядка 5% 35% ежегодно. in 7 years. То есть это 35% роста за 7 лет. We have not managed Однако to have this so-called trickle-down effect. мы не смогли обеспечить remains распространение at the выгод top, от этого роста less до than всех 1%. слоев And this общества. is not a formula Наиболее состоятельные for success, граждане Индонезии составляют in my менее opinion. 1% от всего населения. Это, Therefore, наверное, не самый оптимальный вариант, на мой взгляд. position is this. И поэтому я Each country считаю, must что follow its own каждая страна economic должна philosophy. следовать собственной экономической Economic философии. that is Такой in философии, tune, которая and that is, отвечала бы can be accepted by each country's culture and интересам each страны, и country's которая соответствовала бы background. культурным установкам Therefore, I have соответствующей chosen страны. Именно the path поэтому я of compromise, выбрал the путь path- компромисса. the path of the best of socialism and the best А именно, of взять capitalism. лучшее из социализма и лучшее из капитализма. Pure socialism we have seen Чистый социализм, ну, мы его видели, does not work. он не работает. It's utopia. Это утопия. Pure socialism, Чистый we социализm see many chances and many cases. это people то, что мы наблюдали на многих do not want to примерах. И действительно, Pure capitalism он, results повторяю, не in работает. А чистый капитализм inequality, приводит к неравенству, in only a small приводит к тому, percentage что лишь малая доля enjoying the fruits of the населения wealth. But пользуются our path is the благами path богатства. of the Но middle way. наш путь We want to use идет the посередине. creativity Мы of хотим capitalism. опереться на Innovation, креативность, творческий initiative. подход, который характерен для Yes, капитализма. we need that. Мы должны использовать инициативу, need которая government характерна для intervention капитализма. to Но overcome нам poverty, необходимо, чтобы overcome и hunger, государство to intervene играло and to важную роль для protect того, the weak. чтобы бороться с бедностью, Because there's a бороться с danger голодом, in чтобы developing защищать countries like слабых. Indonesia Для развивающихся of стран, what we подобных consider Индонезии, the danger of имеется state capture. угроза, а именно The collusion угроза того, что between государства подомнут под big себя capital определенные группы business интересов. and Крупный government капитал, officials and political представители крупного elite. бизнеса In the и end, государственные чиновники The collusion between могут these two вступить groups в сговор между собой. does not result И in такая ситуация, the alleviation безусловно, не of приведет poverty к сокращению the масштаба widening бедности of the и middle class. к росту Therefore, численности среднего класса. We have chosen Поэтому the philosophy мы which выбрали такую in философию, essence and in которая, simplicity по сути, can be reduced to two phrases, to one sentence. может быть The сформулирована greatest одним предложением. For the greatest many, Максимальное our благо philosophy. для максимального количества government must work людей. Вот наша to bring the философия. greatest Правительство должно the работать так, greatest чтобы many. принести And in this максимальное case, благо максимальному числу to have a clean граждан. government, А это значит, что нам нужно of чистое corruption. правительство, свободное and от this, I think, коррупции. is the key Я думаю, это of ключевой момент. rapid development. Самое важное, что I может стать фактором am proud to stand развития. here И я before горжусь тем, что сейчас стою In здесь и выступаю перед My вами. 7 months of administration Да, я 7 месяцев we have нахожусь на этом achieved посту. За это время an increase мы in смогли rice and corn production обеспечить рост производства around риса и 50%. кукурузы почти на and this is 50%. the greatest И increase это самое серьезное увеличение in the в aggregate объемах in the history производства of этих the культур Republic of Indonesia. за всю And we историю have существования now моей страны. in our government warehouses
Сейчас 4.4 million tons of rice. мы имеем 4,4 миллиона тонн риса в наших государственных хранилищах. Это крупнейший объем продовольственных резервов в истории Индонезии. Мы добились этого всего лишь несколько месяцев, когда я находился на своем посту. Very strongly against corruption. Мы активно боремся с коррупцией. Deregulate. Мы We cut all the regulations. осуществляем процессы дерегулирования. Мы отменяем все те положения, которые приводят к неэффективности, и мы видим быстрые результаты. I believe Я полагаю, if Indonesia что если Индонезия can play a good role, a positive role сможет сыграть позитивную international роль relations, в сфере международных отношений, ну, скажем, говоря о нашем участии в БРИКС, the government of и мы Russia благодарим for правительство Российской supporting Федерации за us поддержку нашей заявки на вступление в эту организацию. Очень быстро эта поддержка была оказана. Мы, пожалуй, быстрее всех остальных смогли вступить в это объединение. President, И former president of Brazil and president of я the благодарю Development Bank. бывшего президента Бразилии, госпожу Русеф, который сейчас занимает пост президента Нового банка развития. Новый банк развития тоже очень быстро нас принял в свои члены. Я благодарю Китай за оказанную поддержку и правительство Южной Африки за предоставленную поддержку. Так вот, я полагаю, что все вместе мы, страны БРИКС, Significantly можем внести существенный вклад в обеспечение стабильности и процветания во всем мире. I would like just to tell us a slight story. Я хотел бы поделиться с вами небольшим рассказом. Это не часть моей официальной речи. Вы знаете, меня спросили однажды, а почему я не поехал на встречу семерки, большой семерки? Attended the St. Petersburg Почему я Forum. поехал сюда, на Петербургский экономический форум? And it's not because Дело в том, что I did not respect не потому, что я не уважаю большую семерку, нет. my commitment Дело в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму, и я заявил о том, что я приеду сюда до того, как меня пригласили на семерку. So please don't read too much Поэтому, пожалуйста, the event. Sometimes не надо пытаться читать между строк. Знаете, иногда политологи пытаются что-то такое вычитать между строк. Но Индонезия традиционно занимала позицию неприсоединения. Мы уважаем все страны. Our foreign policy is very simple. И наша внешняя политика очень One простая. phrase. Буквально одна фраза. 1,000 friends, 1000 друзей мало. one enemy too Один many. враг слишком We много. want to be friends with Так вот, мы everybody. хотим дружить со всеми. Мы хотим, чтобы все были нашими друзьями. Only with friendship, Только collaboration. благодаря дружбе, сотрудничеству мы можем добиться So, thank you very процветания. much, President Putin, for Благодарю inviting вас, me. господин президент Путин, за And, приглашение. because you invited me, Да, вы пригласили меня, и поэтому я смог сегодня здесь перед вами выступать city, вот в a этом city of heroism, замечательном древнем героическом городе. great patriotism, Городе, для которого характерен высокий уровень патриотизма. Я очень люблю историю, я знакомился с историей России, я знаю то значение, которое имеет Санкт-Петербург. И attending для меня сейчас, повторюсь, большая честь присутствовать здесь. Я посетил Пискаревское кладбище несколько дней тому назад. И еще раз большое спасибо за приглашение. For many times I have said in many forums, На многих форумах, на многих встречах я часто говорил, Indonesia has что chosen the path of Индонезия non-alignment. идет по пути We неприсоединения. consider Мы that this world считаем, что must develop наш мир into a multipolar world. должен стать and многополярным. is developing И, towards a собственно, multipolar он и world. идет по этому The пути. world of unipolar centrality Однополярный is мир past. This is the trend of history. это This is прошлое. what's happening in front of Это us. историческая тенденция. А And, мы сейчас наблюдаем формирование новой so, тенденции. I value very much И я
the leadership of Russia and the leadership Хотел бы of also подчеркнуть China. лидирующую роль Российской Федерации, And I want to Китая. be very frank. И буду с вами откровенен. In the present world, В текущих global условиях, south. в современном мире, I think many from the global south will agree with me. и многие представители глобального юга со мной согласятся, Россия и Китай It's never had double standards. это страны, когда Russia and China никогда не следовали двойным always стандартам. defended Россия и Китай The всегда downtrodden has always defended the oppressed защищали угнетенных. Они всегда for the justice сражались of за all peoples of the справедливость, world. справедливость So I всех say народов this. мира. From my heart. И я говорю это от всего сердца. Therefore, Indonesia wants to be Итак, a good partner and a strong Индонезия partner. хочет быть хорошим, надежным, крепким My партнером. experts tell me Мои that in this first эксперты semester, подсказывают, our что economic growth is more than 5%. за прошедшее Actually, время с начала текущего it года can экономический really рост уже вышел на уровень в end up by the end 5%. of this year И это означает, что к концу текущего nearly года 7% мы достигнем or even почти more. 7, а то и более процентов So, экономического this роста. shows Это показывает, что we have chosen the right path. мы выбрали верный achieving путь, our goals. и мы I'm достигаем very convinced that we will наших achieve целей. our Я уверен, goals что мы достигнем within a few наших years. целей буквально за I've given the несколько лет. target Я 4 years поставил следующую self-sufficient in задачу. food, Через 4 and we года are experiencing самообеспеченность that продовольствием. can be self-sufficient in И food я уверен, что мы within this 1 year. сможем добиться we этого will гораздо be раньше, буквально за текущий in a few год. years А через a несколько net лет exporter мы станем чистым of rice экспортером риса and corn. и кукурузы. Also, now I've formed Кроме того, a sovereign wealth fund, я сформировал which we call суверенный Danantara, фонд which means Дантара. the future energy Это of означает Indonesia. So this fund, энергия для будущего we made Индонезии. И в рамках to этого фонда the wealth мы of намерены our children and grandchildren. аккумулировать средства, Fund чтобы now защитить has будущее наших детей и внуков, 1,000 billion обеспечить US dollars of asset under management. их And благосостояние. this year Сейчас have в этом фонде cash находятся to средства в invest размере of $1 триллиона. $18 billion. Мы уже we осуществили want to инвестиции в объеме 18 together миллиардов with долларов all США. strategic partners. Мы готовы работать со всеми We do not стратегическими ask партнерами. Мы Assistance, we не do not просим ask for помощи. handouts. We Мы want to не be просим a real подачек. partner. Нет, мы хотим We быть want to настоящими, реальными achieve партнерами. Мы хотим together вместе real prosperity. добиваться настоящего процветания. We are open Мы for открыты business. для ведения We бизнеса. invite, Мы приглашаем All groups from everywhere, especially Russian всех entities из любой страны, особенно российские Before I предприятия, was российские компании. elected. I was, До того, как меня избрали на этот пост, я сам был предпринимателем, и у меня сложились очень неплохие отношения с российскими корпорациями. my brother Мой брат has been active in this area очень for many, активно many years, I think more than работал в этой 2 decades. сфере почти 20 лет. We know Поэтому Russian мы corporations and знаем российские we would like to компании. see И мы Russia хотели бы видеть российские participate more компании in our в нашей экономике, чтобы они активнее принимали участие в I've mentioned ее our foreign развитии. Я policy. уже говорил о нашей внешней We have always политике. been and we will Мы continue to be всегда non-aligned. были We и thank, останемся страной, следующей по пути Russia неприсоединения. for Мы helping us, благодарим Российскую Федерацию за помощь For achieving the Indonesian Eurasian Union SIPA, в Comprehensive Economic Partnership заключении Agreement. And we have всеобъемлющего completed also экономического negotiations with соглашения other между groups, Индонезией и not Евразес. CPTPP, also with the European Union SIPA, Мы and we also request to join OECD. также вступаем For us, в соответствующее соглашение world с Европейским and the planet Союзом is и getting с smaller. ОСР. We will work Мы together with you, будем работать вместе с вами, peaceful collaboration, peaceful имея в виду мирное coexistence сотрудничество, with all мирное countries. сосуществование со всеми We странами. view with sincere Мы regret
the escalation and increase С огорчением, искренним огорчением наблюдаем конфликты, которые сейчас разворачиваются в мире, особенно конфликт на Ближнем Востоке. И мы очень надеемся, что все стороны смогут в конечном итоге как можно скорее прийти к мирному разрешению этого конфликта. Я благодарю всех вас, уважаемые коллеги. Я подошел к завершению моего краткого выступления. И еще раз приношу извинения за то, что, возможно, то, что я говорил, не совсем то, что вы ожидали от меня, но я говорил от всего сердца. Большое спасибо. Благодарю вас, президент Субианто. Я не думаю, что это ваше первое выступление. Вы прекрасно справились. Спасибо вам большое. Далее слово предоставляется представителю Его Величества Короля по гуманитарным вопросам и делам молодежи, советника по национальной безопасности, командующего Королевской гвардии Королевства Бахрейн, а также почетному гостю форума этого года шейху Насеру бен Хамаду Аль-Халифу. Пожалуйста, слово вам. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, Ваше Высокопревосходительство, президент Российской Федерации Владимир Путин, дружественной нам страны, Ваше Высочество, Ваше Превосходительство, дамы и господа, мир вам, милость и благословение Всевышнего Аллаха. Прежде всего, я хотел бы выразить глубокую благодарность и признательность правительству Дружественной Российской Федерации за любезное приглашение Королевству Бахрейн принять участие в этом форуме. Особая благодарность адресована Его Превосходительству президенту Владимиру Путину за его любезное приглашение меня в качестве официального спикера в этом важном экономическом форуме. Я хотел бы передать Вашему Высокопревосходительству приветствие от Его Величества Хамада бен Иса Аль-Халифа, короля Бахрейна, да хранит его Аллах, а также от Его Королевского Высочества, наследного принца Сальмана бен Хамада Аль-Халифы, премьер-министра Бахрейна, да хранит его Аллах. Я хотел бы с удовлетворением вспомнить сейчас визит Его Величества в Россию в мае 24 года. В ходе этого визита он встретился с Вашим Высокопревосходительством, и эта встреча стала важным этапом в развитии двусторонних отношений, отношений дружбы и взаимного стремления укреплять наше сотрудничество. И об этом говорит также участие Королевства Бахрейн в вашем уважаемом форуме в этом году. Дамы и господа, уважаемые участники, экономическая политика, проводимая дружественной Россией под руководством президента Путина, является основным драйвером стабильного экономического роста России. Эта политика играет важную роль в развитии стратегически важных отраслей экономики, в частности энергетики и промышленности. Естественно, это оказывает положительное влияние на международный инвестиционный климат. Россия укрепляет свои экономические отношения со странами нашего региона и другими странами. Это вносит существенный вклад в формирование новых торгово-экономических возможностей и их использования сегодня в мире. В этой хотелось бы напомнить вам, прошу извинения, я поэт, люблю поэзию, хотел бы упомянуть сейчас слова великого русского поэта Александра Пушкина в его известном стихотворении «Памятник».
Он говорит, в этом стихотворении говорится: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Так вот эта мудрая политика, подобная словам Пушкина, это ваша политика по отношению к народу. Эта политика не измеряется только цифрами. Действительно, мы находимся на экономическом форуме сейчас, но не только цифрами едиными важен этот форум, но именно той надежды, которая пробуждает этот форум сейчас в народе и оказывает большое влияние на всех. Дамы и господа, это стратегия видения Бахрейна 2030, которая была принята под мудрым руководством королевства, определяет рамки нашего экономического развития. Видение 2030 – это не только стратегия, это своеобразная дорожная карта. Дорожная карта строительства устойчивого будущего. Благодаря ей Бахрейн вступил на надежный путь, ведущий к достижению оптимального баланса между экономическим ростом и устойчивостью. Эта карта позволила Бахрейну привлечь иностранные инвестиции и укрепить собственный экономический потенциал. Были выдвинуты различные стратегические инициативы по развитию всех отраслей экономики, и, в частности, цифровой инфраструктуры. Исходя из достигнутых результатов, королевство Бахрейн приступило к разработке новой стратегии, рассчитанной до 2050 года. И эта концепция основана на инновационном подходе, цифровизации и диверсификации источников дохода. И этот стратегический ориентир свидетельствует о стремлении королевства идти в ногу с происходящими в мире изменениями. Конечно, необходимо развитие конструктивного международного партнерства и всеобъемлющего сбалансированного развития. И приоритетная роль человеческого капитала является основной предпосылкой нашего прогресса. Мы уверены в том, в Бахрейне, что инвестиции в человека являются основой прогресса. Поэтому наша страна выступает за укрепление государственно-частного партнерства. Это очень важно. И в этой связи большое значение имеют инициативы, которые направлены на подготовку молодых кадров страны и обеспечение их выхода на рынок труда. А это, в свою очередь, позволяет создать гибкую экономику, способную адаптироваться к изменениям и вызовам. Бахрейн приложил немало усилий для создания развитой инфраструктуры, что позволило нашей стране стать одним из ведущих центров цифровизации в регионе. Это позволило нам сегодня не только облегчить работу бизнеса, но и создать благоприятную среду для инноваций и творчества в различных областях. Цифровая экономика сегодня является основой стратегии Бахрейна на пути к построению экономики знаний. С другой стороны, стратегическое партнерство с дружественными странами, в том числе с Россией, является опорой для развития бизнес-среды в королевстве Бахрейн. Бахрейн развивает эффективные связи со всеми международными акторами, что позволило ему стать стабильным, привлекательным для инвестиций экономическим центром. Бахрейн продолжает курс на привлечение иностранных инвестиций путем создания соответствующих законодательно оформленных льгот для создания благоприятной бизнес-среды. Дамы и господа, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива сегодня является образцом поддержки бизнеса и развития инвестиционного сектора в регионе. Мы уделяем этому большое внимание. При этом мы исходим из понимания того, что инновации и творчество – это две важнейших составляющих устойчивого экономического роста.
Именно поэтому мы считаем Петербургский международный экономический форум эффективной площадкой для выдвижения амбициозных инициатив и расширения горизонтов сотрудничества между инвесторами и бизнесменами из различных стран. Инвестиции — это не только привлечение капиталов. Речь идет также об обмене творческими идеями, формировании для реализации творческих проектов на пути формирования устойчивой экономики. Отсюда большое значение поддержки инноваций и бизнеса с целью ускорения технологического прогресса. Необходимо отметить, что укрепление международного экономического партнерства создает благоприятные предпосылки для поддержки малого и среднего бизнеса, который служит драйвером развития экономики. Это требует объединения усилий как на международном, так и на национальном уровне и открывает новые горизонты для развития инвестиционных возможностей и укрепления сотрудничества между государствами. В этой связи мы проводим продуманную экономическую политику с целью развития различных секторов экономики и бизнеса, в том числе и в инновационном секторе. Перед нами стоит задача создания подлинно творческой и конкурентоспособной среды, открывающей новые сферы для торгово-экономического сотрудничества с дружественными странами. И в заключение я хотел бы еще раз поблагодарить ваше высокопревосходительство, господин президент Путин, за ваше любезное приглашение и великолепную организацию форума. Это говорит об искреннем желании России укреплять международный экономический диалог. Мы считаем Петербургский международный экономический форум важной площадкой для расширения отношений нашего партнерства с дружественными странами, прежде всего с Россией. Мы за сотрудничество на благо устойчивого развития, что совпадает с целями концепции видения Бахрейна 2030. Мир вам, милость и благословение Аллаха. Благодарю вас, шейх Насар. А далее слово предоставляется заместителю премьера Государственного совета Китайской Народной Республики господину Дину Сюйсяну. Пожалуйста, слово вам. Уважаемый господин президент Путин, уважаемые участники БМФ, дамы и господа, друзья. Очень рад по приглашению принять участие в 28-м Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году приобрел весьма актуальную тему «Общие ценности. Основа роста в многополярном мире». Прежде всего, позвольте мне от имени правительства Китая высказать всем вам слова сердечного поздравления с успешным открытием форума. 10 лет назад председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с трибуны 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, указал, что мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода — общечеловеческие ценности и благородная цель Организации Объединенных Наций. Вывод как таковой, который сумеет преодолеть различия в государстве в национально-этническом происхождении, социальном строе и идеологическом мышлении, сплотить весь мир вокруг сообщества единой судьбы человечества, встретил самую широкую поддержку и позитивные отклики со стороны мирового общества. На фоне невиданных за столетия стремительных перемен
В мире активизируется действие односторонности и протекционизма. Наблюдаются разгул, гегемония силового диктата и травли. Обостряются геополитические конфликты. Переопределены разнообразные риски. Человечество оказалось перед лицом множества общих вызовов. Но, обращаясь к важным высказываниям председателя Си Цзиньпина, считаем необходимым твердо придерживаться общечеловеческой ценности, претворять в жизнь концепцию сообщества единой судьбы человечества, реализовать концепцию инициативы по глобальному развитию, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Сообща продвигать становление равноправной, упорядоченной многопорядочности мира, общедоступной, инклюзивной экономической глобализации ради мирного, безопасного, процветающего, прогрессивного, без будущего всего мира. В этой связи хотел бы поделиться следующими соображениями. Первое. Глобальное управление должно основываться на принципах совместной консультации, совместного строительства, совместного использования. Международные дела требуют коллективного решения путем диалога. А судьбой нашей планеты должны расположаться все, без исключения государства мира. Следует придерживаться подлинной многосторонности, обеспечивать равные права, равные шансы, равные правила для всех. 8 лет назад Китай, СССР и другие страны антифашистской коалиции ценой жизни и крови одержали победу во Второй мировой войне, заложив основу оцентричной многосторонности. Сегодня, спустя 80 лет, нам важно вновь подтвердить приверженность целям и принципам Устава ООН, твердо защищать мироустройство по критериям ООН и миропорядок, основанный на международном праве, отстаивать авторитет ООН и международной справедливости, содействовать формированию более справедливой и рациональной системы глобального управления. Второе. Открытая, диверсифицированная мировая экономика должна развиваться за счет объединения усилий всего мира. Из-за антиглобализма процесс реализации повестки 2030 переживает серьезные сложности. В этих условиях призываем руководствоваться принципами взаимной выгоды и совместного развития, практическими шагами отстаивать многостороннюю торговую систему и международный торгово-экономический порядок, продвигать реализацию и прощение процедур торговли и инвестиций, с тем, чтобы экономическая глобализация принесла большую отдачу всем странам. Китай стремится к решению проблем дисбаланса и неравноправия в мировой экономике. Протянул руку помощи более чем 160 странам, с более чем 150 государствами наладил высококачественное сотрудничество в рамках одного пояса и одного пути с многочисленными знаковыми совместными проектами. Создал фонд глобального развития сотрудничества Юг-Юг. Внес значительный вклад в дело глобального развития. Будем и дальше углублять сотрудничество с развивающимися странами, предоставлять все больше возможностей партнерам глобального юга в интересах совместной модернизации. Третье. Цивилизации мира должны дополнять друг друга. Развитие цивилизации требует взаимного обогащения. Следует добиваться развития цивилизации в духе равноправия, взаимодополнения, диалога и толерантности, уважать их разнообразие и право народов мира на выбор своих путей реализации ценностей, противостоять новой холодной войне и идеологической конфронтации во всех их проявлениях. Китайский народ радует за открытость и толерантность, и китайская цивилизация призывает к гармонии при сохранении различий. От проведения конференции по диалогу между цивилизациями Азии до принятия Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о учреждении Международного дня диалога между цивилизациями все больше китайская концепция становится международным консенсусом. Китай готов вместе со всеми партнерами способствовать тому, чтобы каждая цивилизация процветала в своей самобытности, а их красота и достижения послужили благом для всех. Следует полноценно продвигать общечеловеческие ценности в обеспечении интересов своего народа. Четвертое. Необходимо поддержать мир и развитие во всем мире.
Мир рождает потенциал развития, а развитие способствует долгосрочному миру. Нам следует взять на себя ответственность за мир на нашей планете. Путем диалога стремиться к укреплению взаимодоверия, разрешению спора и обеспечению безопасности. Содействовать политическому регулированию международной и региональной горячих точек. Китай всегда несет знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды. Готов со всеми странами и народами, выступающими за мир и развитие, передать эстафету мира из поколения в поколение в интересах долгосрочного мира и всеобщей безопасности. Дамы и господа, друзья, Китай и Россия, будучи постоянными членами Совета ООН и ведущими растущими экономиками мира, являются доверительными друзьями в духе закаленной дружбы и надежными партнерами взаимной поддержки. В прошлом месяце, по приглашению президента Путина, президент Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом и принял участие в торжествах, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Главы двух государств договорились о дальнейшем укреплении политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия. Совместно выступили с призывом защищать итоги Второй мировой войны и международную справедливость. Будем вместе с российскими друзьями претворять в жизни важные договоренности лидеров, играть более весомую роль в продвижении многополярного мира и мирового развития, в совершенствовании глобального управления. Нам необходимо всесторонне повышать высоту, размерности, прочности китайско-российских отношений. Придерживаясь общего направления сотрудничества, мы должны на базе соображения инициативы одного пояса и одного пути СРС формировать взаимосвязанную структуру сотрудничества с высоким стандартом, эффективно использовать преимущества ресурсной базы и взаимодополняющих структур производства Китая и России, расширять высококачественное взаимовыгодное сотрудничество в таких сферах, как экономика, торговля, энергетика, сельское хозяйство, авиация, космос, искусственный интеллект и другие. Непрерывно упрочивать материальную основу для всестороннего стратегического взаимодействия на благо народов наших стран. Важно поддерживать тесную координацию на многосторонних площадках, в том числе и ООН, продвигать укрепление ШОС и БРИКС, способствовать наступлению яркого момента глобального юга в глобальном управлении в интересах формирования более справедливого, рационального, процветающего, многополярного мира. Дамы и господа, друзья, в настоящее время в Китае всесторонне продвигают построение могущественного государства и национального возрождения путем китайской модернизации. В этом году, несмотря на неблагоприятные условия извне, китайская экономика все же сохраняет положительную динамику. Прирост ВВП за первый квартал составил 5,4%, и по этому показателю Китай лидирует среди ведущих экономик мира. Особенно отмечу устойчивое развитие внешней торговли Китая в весьма непростых условиях, что демонстрирует всему миру огромную жизнеспособность и прочность экономики. Будем интенсивно продвигать более активную макроэкономическую политику, нацеленную на поддержку занятости бизнеса, а также на стабилизацию рыночных ожиданий. Продвигать предсказуемое и высококачественное развитие в ответ на непредсказуемость и крайнюю изменчивость внешней обстановки. Содействовать устойчивому расширению китайской экономики. Как бы ни изменилась ситуация извне, дверь открытости Китая будет распахиваться только шире. Мы неуклонно продвигаем открытость высокого уровня, в том числе путем ее институционализации, в интересах формирования лучшего делового климата на рыночных, правовых и международных принципах. Будем рады приветствовать бизнес со всех концов мира в Китае, готовы поделиться с вами возможностями китайской модернизации и развития.
Путь к многополярности мира будет тернист, однако обещает нам светлое будущее. Призываю всех руководствоваться общечеловеческими ценностями и совместно открывать прекрасные перспективы многополярного мира. Спасибо за внимание. Благодарю вас, господин Дин Сюэсянь. А сейчас я хотел бы пригласить вице-президента Южноафриканской Республики Пола Машатиле выйти к микрофону. Your Excellency, President Vladimir Putin, Ваше превосходительство Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, уважаемые главы государств, присутствующие на данной сессии, Ваше превосходительство президент Индонезии господин Прабово Субианто, Его Величество шейх Насера бен Хамад Аль-Халифа, представители Его Величества Короля Бахрейна по гуманитарным вопросам и делам молодежи, Его Превосходительство заместитель премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян, уважаемые министры и заместители министров, представители дипломатического корпуса, представители бизнес-сообщества, дорогие коллеги, дамы и господа, прежде всего, позвольте передать вам самые теплые приветствия от лица правительства Южноафриканской Республики и особенно от нашего президента Сирила Рамафосы и, конечно, всего народа Южноафриканской Республики. Этот форум проходит уже 28-й раз. И, безусловно, ПМФ остается признанной платформой для глобального диалога по вопросам экономического сотрудничества, инвестиций, инноваций и обеспечения инклюзивного роста. Именно поэтому для меня большая честь иметь возможность обратиться к столь уважительному собранию коллег здесь, в рамках Петербургского международного экономического форума. С вами я хотел бы поделиться нашим видением для обеспечения более инклюзивного, устойчивого и процветающего мира. Тема форума в этом году — укрепление многополярности на благо устойчивого развития. И выбор темы не только крайне своевременный, но и действительно является центральным для того момента, где мы находимся прямо сейчас. Полагаю, все вы согласитесь со мной, что концепция многополярности становится все более актуальной, особенно в рамках текущего геополитического ландшафта, а этот ландшафт постоянно меняется. И это требует с нашей стороны сотрудничества, диалога и уважения к многообразию среди различных стран в их стремлении добиться единых целей. Южноафриканское правительство убеждено в том, что принятие концепции многополярности, в свою очередь, поможет нам добиться целей устойчивого развития и экономического благополучия для всех стран, вне зависимости от их размера. Также стоит отметить, что по мере того, как я стою сейчас здесь и выступаю перед вами, я могу с полной уверенностью заявить, что Российская Федерация и ЮАР остаются привержены многополярному мировому порядку и активно взаимодействуют на самых разных площадках, таких как БРИКС, например, и Группа 20. Наше сотрудничество распространяется на самые разные сектора, включая торговлю, энергетику и технологии.
Наша цель должна заключаться в том, чтобы углублять двустороннее сотрудничество в определении мирового устройства. Россия уже давно играет стратегическую роль в глобальной экономике, будучи не только крупнейшим производителем энергоресурсов, но и ключевым актором в вопросах продовольственной безопасности, развития промышленности, промышленных технологий и, конечно, внедрения инноваций за счет развития науки. Россия выступает одним из крупнейших экспортеров пшена, зерна, нефти и газа. Также следует отметить, что российское присутствие становится все более видимым в развитии освоения космоса, ядерной энергетики, особенно ядерной энергетики в мирных целях, искусственном интеллекте, а также более прорывных технологиях производства. Стоит отметить, что Россия очень внимательно концентрируется на регионе Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Именно таким образом мы видим возникновение новых торговых путей и новых коридоров, которые, помимо прочего, используются как для коммерческого сотрудничества, так и для целей совместного развития. Подобная реконфигурация, в свою очередь, является частью более крупного тренда. Это прежде всего тренд по возникновению новой многополярной архитектуры. Несмотря на серьезные вызовы, которые стоят перед нами в плане геополитической напряженности, санкций и фрагментации финансовой системы, Россия смогла продемонстрировать стойкость. Россия продолжает развивать глубокую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза. Россия активно расширяет свои партнерства в рамках БРИКС, а также всячески укрепляет двусторонние и многосторонние форматы, прежде всего с развивающимися экономиками. Наша страна, ЮАР, так же как и многие другие, сталкивается с самыми разными, многочисленными вызовами на пути своего развития. Именно таким образом мы можем почувствовать единство, свою принадлежность к обществу. И именно этот аспект во многом является вызовом, особенно учитывая историю нашей страны, историю апартеида. И при этом мы продолжаем бороться с сохраняющимся экономическим неравенством. Тем не менее, мы остаемся привержены своим целям и задачам, мы привержены разнообразию, и благодаря этому мы смогли достичь многого. Мы многого достигли в борьбе с бедностью, неравенством и создании более равного общества. Мы признаем, что устойчивое развитие — это нечто большее, чем просто экономический прогресс. Мы должны понимать, что прежде всего это возможность предоставлять возможности всем нашим гражданам. Это возможность процветать и делать свой вклад в развитие общества. По мере того, как мы смотрим в будущее, мы понимаем, что значение глобального юга в определении международной экономики, международной повестки оспаривать просто невозможно. Особенно Африка очень стремительно становится новым центром глобального роста. Ожидается, что население Африки превысит 2,5 миллиарда человек уже к 2050 году. При этом мы наблюдаем рост среднего класса, а также, конечно, очень молодое население, что приносит очевидные дивиденды. Таким образом, у нашего континента есть потенциал способствовать более стремительной индустриализации, цифровой трансформации, а также устойчивому развитию. Африка не ищет каких-то подачек. Напротив, Африка ищет партнерства, основанные на равенстве. Африка ищет равного доступа к рынкам, рынкам капитала, знаниям и технологиям. Именно в этом отношении такие глобальные платформы, как Петербургский международный экономический форум, становятся особо значимыми для нас. В то же время
Глобальный Юг постоянно требует, чтобы его голос был слышен. Глобальный Юг имеет право голоса в определении глобальной финансовой системы и системы торговли, и наш глобальный призыв очень ясен. Безусловно, нельзя диктовать какие-либо глобальные условия. Глобальный миропорядок только может создаваться совместно. Африка и страны глобального Юга не готовы и не могут выступать какими-то пассивными сторонами, которые принимают помощь или инвестиции. Мы выступаем активными архитекторами, определяющими новый, многополярный и более справедливый миропорядок. Дамы и господа, Петербургский международный экономический форум развивался на протяжении многих лет. Он начинался как прежде всего российская платформа, и сейчас он вырос в по-настоящему глобальный форум, где встречаются представители самых разных стран, главы правительств, стран, компаний и мирового бизнес-сообщества. Можно говорить о том, что Петербургский международный экономический форум предоставляет пространство, помимо прочего, и для развивающихся экономик, давая им возможность определять новый экономический дискурс, определять и вырабатывать совместные правила, а также обсуждать приоритеты своего развития. В этом отношении Южная Африка поддерживает более инклюзивный подход, в рамках которого голоса стран глобального Юга слышны. И мы наблюдаем это наглядно в рамках Петербургского международного экономического форума. Мы поддерживаем более активное участие и присутствие делегатов из африканского континента, Латинской Америки и Азии. Для нас крайне важно, что ПМФ — это форум, который не только очень активно развивается, но, помимо прочего, позволяет нам добиться того, что наши стратегические интересы заметны, что развивающиеся экономики могут заявить о себе и своих потребностях. Петербургский международный экономический форум уникален как площадка, уникален своими возможностями, которые позволяют преодолевать какие бы то ни было геополитические разрывы. И прежде всего позволяют нам говорить что-то помимо традиционных нарративов, которые слышны повсюду. ПМФ — это место, где признается разнообразие политических систем, экономических устройств и позволяет нам найти общую почву для продвижения инноваций и обеспечения устойчивого развития. В эпоху возрастающей поляризации Петербургский международный экономический форум — это ключевая площадка, которая дает нам возможность развивать сотрудничество, основываясь на принципах прагматичного подхода. И Южноафриканская республика готова сделать свой вклад в продвижение сотрудничества между странами для того, чтобы это было взаимовыгодное сотрудничество. Мы верим в более равный, мирный и спокойный миропорядок. Мы верим, что это возможно за счет сотрудничества. В этом году ЮАР выпала честь выступать председателем в рамках форума 20. Приоритеты, выбранные ЮАР, прежде всего включают обеспечение устойчивости долговой ситуации, глобальные реформы финансовой системы, доступ к технологиям, а также инклюзивное восстановление экономики. Таким образом, мы обеспечиваем представленность африканского континента в глобальном процессе принятия решений. Помимо прочего, мы говорим о полноценной интеграции Африканского союза в форум Большой Двадцатки. Также мы работаем над тем, чтобы обеспечить соответствие глобальной экономической политики целям и задачам африканской повестки до 2036 года. Африканский союз заинтересован в устойчивом развитии и росте. Таким образом, мы продвигаем индустриализацию, большую связанность, региональную интеграцию, а также зону свободной торговли в рамках африканского континента. Также, со своей стороны, мы можем сделать очень выгодное и привлекательное предложение для глобальных инвесторов и партнеров.
Мы рассматриваем нашу страну как врата в Африку. Наша страна прежде всего руководствуется принципами демократического управления, надежной финансовой системы, а также высококлассной инфраструктуры. Институты в нашей стране сильны, наш народ стойкий, а наше видение крайне ясное. Наша задача заключается в том, чтобы стать центром инноваций, инклюзивной индустриализации и зеленого роста. Более того, Южноафриканская республика имеет опыт сотрудничества с самыми разными сторонами на протяжении многих лет. Мы неоднократно демонстрировали свою приверженность миру, а также построению мостов. Мы строим мосты, мы являемся мостом между развивающимися и развитыми экономиками. Мы не просто ищем партнерств, мы предлагаем решения. Решения, которые основываются на реальности, в которой существует наш континент, а также учитывают глобальные устремления. Помимо прочего, Южноафриканская республика надеется, что мы сможем превратить приоритеты Большой Двадцатки в новую реальность для Африки, включая восстановление после глобального финансового кризиса. Нельзя, чтобы этот процесс усугубил неравенство. Напротив, мы должны создавать возможности для инклюзивной трансформации. Мы заинтересованы в создании соглашения по новым механизмам финансирования, которые позволят нам побороть неравенство. А помимо прочего, позволит подготовиться странам глобального юга отреагировать на любые потенциальные шоки и при этом продемонстрировать устойчивость. Говоря об устойчивости, нам крайне важно продвигать и укреплять принципы многостороннего подхода. Многополярный мир и многополярный подход постоянно сталкиваются с давлением. Мы видим фрагментацию зачастую, мы видим какие-то националистические проявления. Это серьезные вызовы, которые, безусловно, требуют сотрудничества в срочном порядке. Прежде всего, это климатические вызовы, это энергетический переход, обеспечение продовольственной безопасности. Перед нами стоит неравенство в доступе к медицинским услугам и цифровое неравенство, помимо прочего. Именно в этом контексте мы должны еще раз подчеркнуть свою приверженность принципам взаимного уважения, суверенитета, равенства и солидарности. Мы должны противостоять мерам протекционизма, и вместо этого мы должны стремиться создавать глобальную систему торговли, которая основана на правопорядке, инклюзивности, является прозрачной и справедливой. Развивающиеся экономики должны получить большее представительство в различных международных организациях и институтах. Мы должны ускоренно проводить реформы, прежде всего в рамках ВТО. Это касается и реформ в рамках МВФ, а также других институтов Бреттон-Вудской системы, для того, чтобы они могли отражать реальное положение вещей на глобальной арене. Именно за счет укрепления многополярного подхода мы можем использовать на благо коллективные возможности наших стран, возможности создать будущее, которое будет более устойчивым для будущих поколений. Южноафриканская республика готова к тому, чтобы сделать свой вклад в продвижение международного сотрудничества на благо будущего, выгодного для всех стран. Будущее ведь не определяется только где-то в больших залах на Западе. Прежде всего, будущее определяется в развивающихся мегаполисах африканского континента. Это новые возникающие транспортные коридоры в Юго-Восточной Азии. Это, безусловно, динамичное развитие Латинской Америки. И, конечно, это энергетика, сельское хозяйство и активное развитие науки в Евразии. И Петербургский международный экономический форум — это одна из немногих глобальных площадок, которая остается в нашем распоряжении, где мы действительно можем формировать будущее в процессе диалога.
Поэтому давайте не будем упускать эту уникальную возможность. Давайте инвестировать в партнерства, которые обеспечивают равенство и учитывают наши взаимные интересы. Давайте вместе стремиться к обеспечению устойчивого роста. И Южноафриканская Республика готова сотрудничать со всеми партнерами, присутствующими здесь, для того, чтобы вместе создавать новую эру сотрудничества, совместного процветания, а также стремления к миру, устойчивому миру. Большое спасибо. Большое спасибо за очень емкие и интересные речи. Это лишь усложнило мою задачу. Хотел бы начать с вопроса президенту Путину. Основная тема текущего года, форума текущего года, связана с общими ценностями в многополярном мире. Это очень амбициозная цель. Скажите, пожалуйста, что Россия привносит со своей стороны для решения этой задачи? Я пытался это донести в своем выступлении. Мне кажется, все, что делает Россия, направлено на то, чтобы объединить усилия всех наших партнеров, всех наших друзей, всех, кто хочет работать с Россией для решения этих общемировых цивилизационных задач. И прежде всего мы стремимся к тому, чтобы развитие мира было сбалансированным, чтобы это развитие отвечало интересам как можно большего числа стран, и чтобы сложился многополярный миропорядок, многополярное мироустройство, в котором бы участники международного общения договаривались между собой, вырабатывали инструменты, которые позволяли бы находить решения даже в очень сложных условиях, но такие, которые бы пошли на пользу всем, а не отдельным группировкам, объединениям, либо военным или экономическим блокам. На мой взгляд, и наша сегодняшняя встреча, наше сегодняшнее мероприятие, которое тоже, как известно, организует Россия, посвящено именно этой цели. Иногда, господин президент, вот эти усилия по формированию многополярного мира представляются скорее попытками сопротивления существующему мировому порядку, а не какими-то связанными усилиями, направленными на построение многополярного мира, о котором мы говорили. Действительно ли перед вами стоит такая цель, или вы просто сопротивляетесь неблагоприятному мировому порядку? На мой взгляд, и я в разных местах в разное время говорил уже об этом, изменения происходят вне зависимости от того, будем мы им способствовать этим изменениям или нет. Это объективные тенденции мирового развития. Я вот, когда выступал, тоже сказал и неоднократно уже говорил, кстати говоря, и на Петербургском форуме в прошлом году, говорил о том, что изменения в мире происходят фундаментального характера, связанные с тем, что появляются новые экономические лидеры. Вот посмотрите за предыдущие годы, как уменьшалась доля вот так называемой «большой семерки» в мировой экономике. Она же уменьшается из года в год. И как растет доля тех стран, которые объединились в рамках БРИКС. Это объективный процесс. Он не связан даже с какими-то столкновениями, с какими-то острыми
и вооруженными конфликтами в мире, он продолжается на протяжении десятилетий. Вот, и когда нам говорят, вот вы, Россия, значит, сделали поворот в сторону развития отношений с глобальным югом, там, с Азией, да нет, мы уже давно приняли эти решения, имея в виду тенденции мирового развития. Они объективный характер носят. И вот сейчас говорил наш коллега из Южноафриканской республики, 2,5 миллиарда человек будет в Африке. Но это, понимаете, медицинский факт, так оно и будет. Это не остановить. И все эти страны, народы, континенты, они будут стремиться к чему? К тому, чтобы добиваться повышения уровня благосостояния своих народов. Они точно совершенно будут наращивать свой экономический потенциал и гуманитарный потенциал. Это неизбежные вещи, которые происходят в нашей цивилизации. Наша задача заключается в том, чтобы придать этому процессу, неизбежному процессу, такой цивилизованный характер и всем вместе предпринимать усилия, которые не только ускоряли бы вот эти процессы, а делали бы эти процессы наиболее сбалансированными, чтобы решения были своевременными, наиболее эффективными, идущими на благо всем участникам этого процесса. В том числе, кстати говоря, и тем странам, которые так или иначе неизбежно немножко утрачивают свои позиции в мировой экономике. Мы с ними тоже хотим, мы тоже готовы с ними обо всем договариваться, если они этого хотят. А если они хотят удерживать во что бы это ни стало свое монопольное положение, если они хотят сохранить инструменты колониального влияния в мире, то тогда им придется, действуя вот этими инструментами, довольствоваться исключительно тем положением, в которое они постепенно скатываются. Вот в этом смысл всего, что мы делаем, и в страновом, так сказать, измерении, с учетом нашей внутренней и внешней политики, и вместе с нашими друзьями и партнерами. Очевидно, что имеются инструменты у них для того, чтобы подорвать те процессы, о которых вы говорили. Ну что ж, я хотел бы обратиться к президенту Прабово из Индонезии. Индонезия всегда шла по среднему пути. Вы всегда были страной, которая не присоединялась к той или иной группе. Но мир становится все сложнее. Способны ли страны Азии, страны АСЕАН сохранить вот этот статус неприсоединения? Или такой вариант они постепенно утрачивают в перспективе? Спасибо большое. Ну, я полагаю, что да, это непросто, но мы намерены сохранить статус неприсоединения. Как я уже сказал, мы уважаем все великие страны, всех наших соседей, но мы считаем, что единственный способ добиться процветания – это обеспечивать сотрудничество, взаимодействие и мирное сосуществование. Собственно, этого мы и пытаемся достичь. Мы хотим сохранять добрые отношения. Мы хотим убедить все стороны в том, что единственный способ двигаться вперед заключается именно в этом. Наша планета становится все меньше и меньше. И кризисы, которые происходят, они ведут нас в никуда. Конфронтации заводят нас в тупик. Я уверен, что мы сможем сохранить вот этот путь неприсоединения в перспективе. Господин заместитель премьера Госсовета Китая, Китай и Российская Федерация вместе с другими странами формируют этот новый мировой порядок.
Ну вот если посмотреть на ситуацию, скажем, в прошлом году, постепенно стала улучшаться ситуация в взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном. Не беспокоит ли это Китай? Как вы рассматриваете дальнейшую перспективу развития взаимоотношений между ведущими державами мира? Спасибо за ваш вопрос. Прежде всего, хотел бы сообщить президенту Путину и всем участникам форума, друзьям, заявить нашу четкую позицию. Китайская сторона приветствует восстановление контактов между Москвой и Вашингтоном. Россия и США — это ведущие мировые державы и постоянные члены Совбеза ООН. Было бы ненормально, если у них нет контактов. Восстановление контактов между Россией и США, восстановление взаимодействия — это полезно для всего мира, поскольку это содействует стабилизации международной ситуации и восстановлению мировой экономики. Китай и российские отношения наши отношения уходят корнями в далекое прошлое. Китай и Россия — это крупнейшие соседи. Дружественное сотрудничество между нашими странами развивается очень успешно. Оно основано на принципе взаимной выгоды. Это отвечает исторической логике, отвечает культурным традициям двух стран, и это отвечает стратегическим интересам двух стран. Китайско-российская дружба не подвержена влиянию извне, и наша дружба не направлена против какой-либо третьей страны. Вчера представитель Си Цзиньпин под стратегическим руководством представителя Си Цзиньпина и президента Путина китайско-российские отношения достигли исторического максимума. Китайско-российские отношения прочные, как скала, они нерушимы. Как вы сказали, мировые державы имеют большое влияние на мироустройство, и они играют очень важную роль в защите миропорядка. Представитель Си Цзиньпин на многих международных площадках призывал к тому, чтобы великие державы вели себя как следует. Как я понимаю, мировые державы должны, во-первых, активно выполнять международные обязательства, возглавлять усилия по защите ООН-центричного мироустройства. Это и придерживаться принципа суверенного равенства государства, пусть это большие или малые, и защитить международную справедливость и равноправие, сдержать свое обещание, отказаться от лицемерия и содействовать повышению предсказуемости в этом мире. Китай — это ответственная мировая держава, которая неуклонно служит стабилизирующим фактором в условиях глобальных потрясений. Мы готовы со всеми странами содействовать процветанию во всем мире. Это мой ответ. Спасибо. Большое спасибо. Шейх Насер, Бахрейн — уникальная страна.
У вас замечательные, исключительные отношения с Вашингтоном, но вы сегодня здесь, на Санкт-Петербургском экономическом форуме, и представляете Его Величество Короля. Это уникальная ситуация. Наверное, это отвечает историческим традициям Бахрейна, который всегда служил мостом между разными цивилизациями. Скажите, пожалуйста, как вы планируете действовать в условиях все большей многополярности нашего мира? Какие навыки, какие знания, какие умения вы имеете для того, чтобы служить таким мостом между Западом и Востоком? Ну, вы сказали немножко об истории. Давайте вспомним, что было 5000 лет тому назад. Вы сказали, что Бахрейн обеспечивает связь между Западом и Востоком. Вы знаете, я считаю, что Бахрейн, с учетом нашего географического положения в регионе, и с учетом того, чем мы занимаемся в мире, у нас, собственно, и выбора другого нет, кроме как служить мостом между Востоком и Западом. Да, у нас нет выбора. Мы должны следовать нашему мудрому руководству не только в масштабах Бахрейна, но и в масштабах всего региона. Прежде всего, мы считаем самым важным то, что мы не даем втянуть нашу страну в какие-то конфликты, в какие-то войны. И мы говорим об этом постоянно. И самое важное – это то, как мы формируем вот такие отношения, как мы сохраняем эти отношения, как мы стремимся обеспечить лучшее будущее. Я всегда говорил, что прошлое не лучше современного, но я уверен, что будущее будет лучше, чем современность. Вот, собственно, чем мы занимаемся. Мы наблюдаем, как Россия идет вперед под блестящим руководством его превосходительства президента Владимира Путина. Мы видим, что у него имеется долгое стратегическое видение. Он знает, куда он ведет свою страну. Мы делаем то же самое. Мы всегда об этом говорим. Мы работаем в интересах следующего поколения, будущего поколения. Спасибо большое, шейх Насар. Господин вице-президент, Южная Африка тоже страна с уникальным историческим опытом и для континента африканского, и для мира в целом. Вы сказали кое-что очень интересное относительно того, что Петербургский экономический форум остается одной из небольших площадок, где можно обсуждать геополитику, где формируются геоэкономические отношения, где сохраняется возможность диалога. Это очень интересный и ценный вывод. Не могли бы вы чуть подробнее остановиться на этом и пояснить, что вы имели в виду? Почему эта площадка остается одной из небольших уникальных площадок, на которых можно вести диалог? Спасибо большое за ваш вопрос. Хочу начать вот с чего. Я думаю, что мы должны поблагодарить президента Путина за его замечательное блестящее руководство. Особенно это касается стран глобального юга. Мы должны иметь платформу, на которой мы могли бы обеспечивать сотрудничество, могли бы обмениваться идеями, могли бы представлять инновационные планы. Как я уже сказал, в нашей стране мы считаем, что нам не нужно обращаться к кому-то за какими-то подачками. Нет, мы должны акцентировать свое внимание на развитии. И страны глобального юга способны сделать это. И мы видим это. Мы развиваемся, мы крепнем. И я считаю, что мы должны продолжать действовать именно в таком духе. Петербургский международный экономический форум – это замечательная платформа. И я благодарю президента Путина за его руководство. Мы с вами.
А сейчас, если позволите, я хотел бы перевести наш разговор от общей беседы о ценностях к разговору о конкретных зонах конфликтов в мире. Президент Путин, ранее вы сказали о том, что мы слышим заявления, которые пытаются нормализовать сам факт того, что одна страна может убить президента другой страны. Это, по сути дела, вывод из тех заявлений, которые мы слышали за последние несколько недель. Да, безусловно, можно говорить о том, что духовный лидер Ирана, строго говоря, не глава государства, но, тем не менее, Али Хаминеи обладает необходимыми полномочиями для того, чтобы наслаждаться принципами международной защиты. Тем не менее, неважно, какую позицию вы занимаете по Ирану. Когда мы пытаемся нормализовать сам факт того, что президент одной страны может призывать к убийству президента другой страны, можем ли мы говорить о том, что возникают какие-то новые правила? Очевидно, эти правила, если о них так можно говорить, противоречат тем ценностям, о которых мы здесь говорили, не правда ли? Вы знаете, я стараюсь, здесь коллеги выступали, и я стараюсь некоторые вещи помечать для себя, для того, чтобы кое о чем потом вспомнить. В том числе отметил и то, что вы сейчас только что говорили, уважаемые коллеги. Вот вы сказали вот о чем. Когда дискутировали с моим коллегой из Китайской Народной Республики, вы сказали так, я записал. Российская Федерация и Китай формируют новый миропорядок. Россия и Китай не формируют новый миропорядок. Мы его только оформляем. Новый миропорядок возникает естественным образом. Это все равно, что восход солнца. От этого никуда не деться. А мы его оформляем и, может быть, расчищаем дорогу для этого процесса с тем, чтобы он был более сбалансированным и отвечал интересам подавляющего большинства стран. Мы очень рассчитываем на то, что все страны вот это будут осознавать и, в конце концов, поймут, что, как я уже сказал, что вот такой способ найти решение, он лучше, чем способ давления. И на самом деле и тот неоколониальный, по сути своему, миропорядок, в котором жило человечество на протяжении многих-многих столетий, если не тысячелетий. Если вы позволите, господин президент, я хотел бы вернуться к своему первому вопросу. Вопрос относительно нормализации вот подобной риторики, когда президент одной страны допускает убийство президента другой страны в случае конфликта Ирана и Израиля. Кажется, что те, кто пытается определять новые ценности, таким образом, это, конечно же, не глобальный юг, это, разумеется, не Китай, это не Россия, это Израиль. Вас это устраивает? Ну, мне бы очень хотелось, чтобы вот такие вещи, о которых вы сказали, оставались на уровне риторики, но я бы попросил вас уточнить все-таки вопрос, что вы имеете в виду по поводу Израиля. Я пытаюсь сказать, что новые ценности, кажется, сейчас следующие. Во-первых, одна страна диктует правила другой стране относительно того, кто имеет право на обогащение урана, а кто его не имеет. Одна страна позволяет себе говорить о том, что она вправе убить президента другой страны. Эти ценности хоть как-то можно оправдать или защитить? Я здесь не вижу никакой новизны, во-первых. Так, здесь ничего нового нет. Первое. А второе. Российская Федерация всегда, я хочу это подчеркнуть, выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой. Вот это наш принципиальный подход.
Это ответ такой в целом, казалось бы, в общем виде, но нет. Я вас уверяю, это практическая политика Российской Федерации. Если позволите, я задам вам очень прямой вопрос по текущей ситуации. Дональд Трамп пытается добиться того, что он называет безоговорочной капитуляцией Ирана в плане его ядерной программы. Вы, как президент России, ищете ли вы безоговорочной капитуляции со стороны Владимира Зеленского? Ведь это такая же ситуация. Во-первых, эта ситуация не такая же, а принципиально другая. А во-вторых, мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле. Шейх Насер, я хотел бы обратиться снова к вам. Как вы видите, наш разговор развивается, и мы можем чувствовать уровень напряженности, который существует на мировой арене. Если позволите, вернусь к вопросу относительно того, как страны залива переходят от одной истории успеха к другой, и Бахрейн, вне всякого сомнения, это история успеха как страна. Несмотря на всю турбулентность, несмотря на все очаги напряжения, которые мы видим в непосредственной близости от вашего региона и даже в нем, как вам это удается? И какие уроки вы можете привести для всех нас, чему мы можем вас поучиться? Прежде всего, я должен поблагодарить Аллаха за очень мудрое лидерство, которое нам дано. Умный человек пытается решить проблему, а по-настоящему мудрый человек будет избегать проблемы. Мы в регионе залива и в моем любимом доме в Бахрейне. Мне очень приятно, что и президент Путин любит эту цитату. Пожалуйста, вы можете использовать цитату о том, что Бахрейн — это, по сути дела, добрый и второй дом для нас. Мы в нашей стране, в королевстве, привыкли говорить о цифрах и фактах. Мы строим свои планы, исходя из фактов. И сегодня мы слышали выступление президента Индонезии. Это человек, который ставит перед собой задачи и перевыполняет эти задачи. И он поставил перед собой цель, которую должен выполнить за 4 года, а выполнил за год. По такому же принципу хочет развиваться и наш регион, особенно сейчас, в крайне турбулентные времена, когда буквально каждую ночь что-то происходит. Посмотрите на цифры, на статистику, по недвижимости, по биржевым рынкам. Есть большая степень уверенности, которую мы видим со стороны инвесторов, благодаря нашему лидерству. И в этом прекрасном городе, в Петербурге, я встречался с лидерами ведущих компаний в России. Мы общались и поняли, что разделяем единое видение, дух и ценности, особенно во времена конфликтов. Все, чего мы ищем, это пути для снижения напряжения, деэскалации, поиска мира, лучшего будущего для всех. И, господин президент, мы в странах залива, и особенно мы, как королевство Бахрейн, хотим заверить вас, что мы, как и вы, знаем, что восход солнца неизбежен, и мы всегда наблюдаем этот восход, любуемся им. А здесь, в Петербурге, мы не ставим любоваться белыми ночами, когда светло всегда. Господин вице-президент ЮАР, как уже говорилось ранее, у вашей страны уникальная позиция исторически относительно того, как ваша страна развивалась и как она искала пути решения и исправления всего того, что было сделано в отношении вашей страны, всех тех ошибок, которые были совершены по отношению к вашей стране. Когда я готовился к этому разговору, я не мог не подумать о последнем президенте времени апартеида. И этот человек, по сути дела, стал частью изменений. И именно это его решение позволило избежать большого кровопролития и еще большего хаоса. Чему мы можем научиться из этой истории? Какой урок преподает нам этот эпизод истории? Если какие-то истории начинают биться об стену, как горох, какой совет вы можете дать режимам? Как они могут поменяться так же, как когда-то изменилась Южноафриканская республика? Ну, прежде всего, Деклерк
Последний президент апартеида, которого вы выбрали, это не лучший пример. Он потерпел поражение. Его заставили сесть за стол переговоров. Его заставили сдаться. Это заставил его сделать народ ЮАР. Он не сделал это добровольно. Но я могу сказать, что лидеры должны признавать тот факт, что мы способны преодолевать разногласия за счет мирных путей. Но, тем не менее, мы должны быть прямолинейны. И мне кажется, пример, который вы привели, господин модератор, очень актуален в этом отношении. В конечном итоге он сел за стол переговоров. Он сел и был прямолинейен. Пусть мы и заставили его это сделать. И когда он сел за стол переговоров, он был в целом доволен, потому что вариантов, в общем-то, не осталось. Он был доволен и был готов участвовать в этих переговорах. Да, он пытался представить себя еще одним Нельсоном Мандела. Конечно, он таковым не является, никогда не был. И, безусловно, именно благодаря африканскому народу он был вынужден сесть за этот стол и начать разговоры о мире. Но этот пример может быть полезен и для других стран. Как вы знаете, ЮАР занимает очень активную позицию на африканском континенте. Мы активно вовлекаемся в мирные переговоры. Непосредственно это касается Южного Судана, это касается Республики Конго, Демократической Республики Конго. И, безусловно, наш опыт, исторический опыт дает нам определенные преимущества. Мы многому научились, мы знаем, как вести переговоры. Но, тем не менее, есть ситуации, когда народные массы должны проявить свой голос, когда они сами должны бороться за свои права, и именно так поступил народ ЮАР. Господин президент, вы качаете головой, вы качали головой, когда я задавал свой вопрос представителю ЮАР. Можете поделиться мыслями, о чем вы думали, когда качали головой? Что вы думаете о том, чтобы заставить противостоящие стороны сесть за стол переговоров? Обязательно ли сначала поражение одной стороны? Ее необходимо заставить? Или, может быть, можно как-то пропустить этот этап и сразу сесть за стол переговоров? Кажется, что наш мир не может себе позволить вести столько конфликтов одновременно, ожидая поражения. Если позволите, скажу следующее. Нельсон Мандела для меня настоящая икона, он настоящий герой. И для меня это источник вдохновения. Его посадили в тюрьму на много лет. Ему угрожали смертной казнью. Это обвинение, которое было выдвинуто, и это приговор, который против него был принят. И тем не менее, он не сдался. Он показал, что он готов пожертвовать собственной жизнью, пожертвовать ей за принцип свободы. Но мне кажется, величие Нельсона Мандела проявляется в другом. Когда он вышел из тюрьмы, он работал над тем, чтобы добиться примирения. Примирения с прошлыми врагами. Мне кажется, в этом истинное величие Манделы. И вот этому я пытаюсь у него учиться. Этому принципу я пытаюсь следовать в своей внутренней политике. Я нашел примирение со многими моими бывшими оппонентами. Например, у нас была долгая история противостояния наших сепаратистов в Ачи. Мне кажется, это был очень долгий процесс. Длился он почти 30 лет. Вот такое противостояние имело место. Но представьте себе, бывший глава армии освобождения боролся против нас на протяжении 25 лет, даже больше. И вот сейчас этот человек вступил в мою партию. Сейчас он член моей политической партии. Сейчас он является губернатором этого региона, а я президент Индонезии. И мне кажется, это наглядно показывает, что враги в прошлом могут найти мир в будущем. И в настоящем. Для меня это главный урок Нельсона Манделы. И я хочу сказать следующее. Я в прошлом солдат, и как бывалый солдат, я действительно знаю ценность мира. Я знаю, как ценен мир и примирение. И будучи солдатом в прошлом, я всегда, и в прошлом, и сейчас я всегда выбирал путь переговоров. Переговоры, переговоры, еще раз переговоры. Лучше говорить, чем убивать друг друга.
И это мое глубокое убеждение, это моя позиция. Всегда, всегда ищи разговора, пытайся вести переговоры. Президент Путин, если позволите, более практический вопрос относительно текущего кризиса на Ближнем Востоке. Чуть позже мы поговорим об Украине, но сейчас хотел бы задать вопрос по кризису Ближнего Востока. Он касается геополитики, он касается энергетических рынков и имеет последствия, которые выходят далеко за пределы региона и непосредственных сторон в него вовлеченные. Можно ли сказать, что это определенный тест, определенное испытание относительно того, как глобальный Юг может помочь противостоять этой ситуации? Может быть, страны глобального Юга способны объединиться, взяться за руки и предложить некое видение по решению конфликта и предложить решение, которое может быть приемлемо для обеих сторон. Может быть, это позволит избежать кровопролития. Может быть, эти некое испытание, которое нам и нужно для того, чтобы принять его, чтобы попробовать создать необходимый политический вес. Да, думаю, что это вполне возможно. И практика такова, что и реальная жизнь такова, что многие страны региона имеют в чем-то сложные, а в чем-то стабильные отношения с обеими сторонами. И с Израилем, и с Ираном. И это дает основания полагать, думать и надеяться на то, что глобальный Юг в целом и страны региона в частности могут оказать влияние на этот процесс к тому, чтобы острая фаза конфликта закончилась. Когда я говорил о том, что наша принципиальная позиция России заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечилась за счет безопасности других, вот здесь я сейчас не буду вдаваться в детали. Мы все понимаем, о чем идет речь. Обогащение, с одной стороны, урана и Ираном, его право на это, его право на мирный атом, на атомную энергетику, а с другой стороны, то, на чем настаивает Израиль, обеспечение его безопасности. Здесь точно можно найти приемлемые решения, на мой взгляд, как для одной, так и для другой стороны. И страны и глобального Юга, и тем более страны региона, безусловно, могут в положительном смысле повлиять на этот процесс, на поиск этого решения. На мой взгляд, такое решение существует. Хотел бы сказать, что буквально сегодня представитель России в ООН сказал о том, что единственный способ двигаться вперед — это найти политическое решение текущему конфликту между Ираном и Израилем. Есть ли какие-то предварительные точки, от которых можем отталкиваться, чтобы найти решение, или пока еще рано об этом говорить? Всегда в таких случаях лучше не забегать вперед, чтобы не навредить этому процессу, но на мой взгляд, такие точки возможного соприкосновения есть. Мы свою позицию излагаем как одной, так и другой стороне. Как вы знаете, мы в контакте и с Израилем, и с нашими иранскими друзьями. У нас есть некоторые предложения с нашим участием. Мы ни в коем случае, я хочу даже обратить на это внимание, мы не стремимся к посредничеству, мы просто предлагаем идеи. И если они будут оказаться привлекательными для обеих сторон, мы будем этому только рады. Но, повторяю, мы с Израилем в контакте. Как вы знаете, не так давно разговаривал с премьер-министром господином Нетаньяху, и с президентом Ирана, и с президентом Соединенных Штатов, которые, безусловно, напрямую вовлечены во все эти процессы. Представил им свое видение, возможное движение вперед в направлении разрешения ситуации. Ну, посмотрим. Сейчас и наши предложения тоже обсуждаются. У нас контакты с нашими иранскими друзьями. Они практически в ежедневном режиме происходят. Так что посмотрим. Мне бы очень хотелось, чтобы это, в том числе и наши идеи, были реализованы.
Шейх Насер во время визита короля в Москву, он откровенно говорил о роли Российской Федерации в поддержании мира на Ближнем Востоке. Это та инициатива, которую Его Величество озвучил на саммите в Манаме, Бахрейне. И он очень подробно говорил о роли Российской Федерации в достижении мира, как о ключевой роли. Какую роль, на ваш взгляд, Россия может сыграть сейчас, в условиях текущего кризиса? Да, вы абсолютно правы. Во время нашего предыдущего визита и после саммита арабских государств, который прошел в королевстве Бахрейн, мы призвали к проведению Всемирного форума мира, и мы хотели бы найти решение любому конфликту. Его Величество, будучи лидером мира, ведет страны к мирному решению конфликтов, как это делает и президент Путин. Вот вы сейчас только что слышали, президент сказал, что Россия не хочет выступать в качестве посредника. Я думаю, что посредники всегда запутывают ситуацию. Любое предложение, любые мудрые слова, которые можно произнести сейчас, очень нужны для того, чтобы избежать эскалации. Это самое главное – избежать эскалации сегодня. Большое спасибо, шейх Насер. Я хотел бы снова обратиться к президенту Путину. Поговорим об Украине. Как война в Украине соотносится с теми ценностями, которые мы сейчас пытаемся озвучить в рамках нашего форума и пытаемся защитить и подчеркнуть? Очень просто. И напрямую связано с тем, о чем мы говорили, с тем, о чем я говорил. Я говорил о том, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой. Вот нам с конца 90-х годов, с начала 90-х годов и на протяжении десятилетий говорили о том, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. После этого мы имели 5 волн расширения, можно сказать, уже 6. И несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы были игнорированы, первое. И это, безусловно, рудименты старой, если не сказать древней, неоколониальной политики, ну, в известной степени модернизованной под современные реалии, но тем не менее. Это действия с позиции силы, пренебрегающие интересами Российской Федерации. Это в целом глобально. Что касается Украины, то это тоже действие с позиции силы, все, что там происходило. А что я имею в виду? Это государственный, кровавый, антиконституционный переворот на Украине. Это что такое? Это тоже действие с позиции силы. И прежняя администрация США прямо сказала о том, что она истратила на этот переворот миллиарды долларов, без стеснения, публично об этом сказали. И наши действия направлены были на то, чтобы защитить часть населения, которая считала себя кровно, духовно связанными с Россией, с российской культурой и ее народом, имея в виду людей, проживающих в Крыму, а потом наши попытки урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, в Донецке, в Луганске. Мы предприняли эти попытки. Однако, опять же, действуя с позиции силы, наши, в данном случае, идеологические противники, можно сказать, попытались решить этот вопрос опять вооруженным путем, развернув боевые действия в Донецке, в Луганске, на Донбассе. Это же не мы развернули боевые действия, а после того, как госпереворот осуществили, а часть населения Украины на юго-востоке страны не признала результатов этого переворота и не признала власть заговорщиков и лиц, которые совершили этот госпереворот, против них развернули боевые действия. Мы пытались договориться мирным путем, склеить ситуацию,
Но наши значит, партнеры, так их назовем в кавычках теперь уже, выяснилось позднее, что они затеяли весь этот мирный переговор только для одного, для того, чтобы накачать Украину оружием и продолжить эти боевые действия. В конце концов, это вынудило нас признать независимость этих республик Луганска и Донецка. Мы же 8 лет не признавали. 8 лет. А пытались договориться. Но нас вынудили признать их независимость, а потом начать оказывать им поддержку, в том числе и вооруженную поддержку, для того, чтобы положить конец войне, развязанной нашими противниками на Западе и теми, на кого они опирались и опираются сейчас на Украине, это крайними националистами и неонацистами. Вот поэтому все, что связано с тем, что происходит, с трагедией, которая происходит на Украине, это не результат нашей работы. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире. Господин президент, я не могу подвергать сомнению то, что вы сейчас сказали. Будем считать, что это базовое положение, отражающее реальное положение дел. Но ваша армия идет дальше. Она идет за пределы тех 4 областей, которые Москва считает своими. Какой конечный итог вы видите? Куда может дойти ваша армия? Вы сказали по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими. Да, я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Но мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди, их немало в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости, ну и дай бог здоровья. И мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению права украинского народа на независимость и суверенитет. Вместе с тем, основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в Декларации о независимости Украины от 1991 года, где ясно, черным по белому написано, что Украина – это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство. Неплохо бы вернуться к этим основополагающим ценностям, на которых Украина получила свою независимость и суверенитет. Это первое. Второе. Мы с самого начала, когда конфликт уже приобрел такой острый, горячий характер, предложили тогдашнему украинскому руководству прекратить немедленно всякие конфликты, вывести свои войска с тех территорий, люди на которых не хотят жить в составе Украины, на которой происходят антигосударственные, антиконституционные перевороты, а хотят жить или самостоятельно, или в составе российского государства. Они отказались. Дальше это не политические решения, а логика боевых действий. Потому что военные люди смотрят, где лучше, где овраги, горы, где реки, где лучше войскам идти для того, чтобы достигать конечного результата с наименьшими потерями. Происходит определенная логика боевых действий. И войска оказываются на разных территориях. Но, знаете, у нас есть такая старинная, это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то наша. Но я не хочу, знаете, чтобы это выглядело так вот милитаристски, но на самом деле мы предлагали на каждом этапе происходящих событий. Вот я хочу это подчеркнуть, чтобы вы понимали, то, что я скажу, абсолютная истинная правда. Мы предлагали на каждом этапе, тем, с кем мы в контакте были на Украине, остановиться.
и говорили, давайте сейчас лучше договариваться. Потому что вот эта логика развития чисто военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться. И тогда нам придется вести с вами переговоры с худших для вас позиций. Так было несколько раз. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Свидетелями этого и наших предложений остановиться являются действующие политические деятели из других стран, которые, слава богу, живы и здоровы. Но когда мы что-то предлагали, они из Москвы уезжали в Киев, а потом нам говорили, нам говорят, что вот мы агенты Кремля, мы, значит, все, умываем руки, больше ввязываться в это не будем. То есть каждый раз мы слышали нет, нет, нет. А мы говорим, ну давайте, сейчас хуже будет. Нет. А почему? А потому что вот те, кто руководствуется старыми неоколониальными принципами, в том числе и прежде всего это в Европе, они думали, что сейчас они легко поживятся за счет России, сейчас они раздавят, разрушат, уничтожат и, значит, получат какие-то дивиденды с этого. Именно поэтому, уверен, бывший премьер-министр господин Джонсон, и тоже не сомневаюсь, с подачи бывшей администрации США, с подачи господина Байдена, приехал на Украину и предложил им не договариваться с Россией, а договоренность была уже на столе. В ходе стамбульских переговоров, я уже говорил, мы достигли практически консенсуса почти по всем вопросам. Осталось только точку поставить. Я готов был тогда уже встречаться с действующим главой режима и поставить точку. Нет, надо было приехать к господину Джонсону, точно, уверен абсолютно, при поддержке действовавшей тогда администрации Байдена, и отговорить Украину подписывать достигнутые соглашения и попробовать добиться стратегического поражения России на поле боя. Вот они добились до того, что и новые территории отказались под нашим контролем. Российская армия наступает по всем направлениям, на все линии боевого соприкосновения каждый день. Вот смотрите, что они сделали. Взяли, забрались к нам в Курскую область. Так? Значит, во-первых, потеряли там 76 тысяч человек. Ну, это катастрофа для них, понимаете? 76 тысяч. Да? В конечном итоге, как мы и говорили, мы их оттуда выбили, но они создали угрозу нам, начали создавать по всей линии государственной границы с Украиной, в двух других соседних областях. К чему это привело? У них и так не хватает личного состава. А мы теперь вынуждены создавать зону безопасности вдоль границ на очень многих участках. И они отвлекают туда свои вооруженные силы, которых и так не хватает на принципиальных участках вооруженной борьбы. Я уже говорил, 47% укомплектованности боевых подразделений. 47 всего. Они, в общем-то, теряют боеготовность. Так? Они своими руками создали еще линию боевого соприкосновения почти на 2000 километров. Там 2000 у нас было по ЛБ, это линии боевого соприкосновения. И вдоль границы еще, значит, угрозы нам начали создавать. И еще 1000 с лишним, по-моему, 1600, что ли, километров. Растащили все свои вооруженные силы. Большей глупости с военной точки зрения трудно себе представить. Сами создают проблемы себе, понимаете? Но мы вынуждены на это как-то реагировать. Вот вы сказали, там есть какие-то другие территории. Да, есть. Ну вот по линии госграницы. Они забрались к нам в Курскую область. Значит, натворили там целую массу преступлений. Причем преступления против гражданского населения. Ну, значит, мы их оттуда вывели с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что они постоянно атакуют оттуда и с помощью артиллерии, с помощью беспилотных летательных аппаратов. Что это такое? How deep? How deep is the security zone? Скажите, пожалуйста, а какова протяженность этой зоны безопасности? В Сумской области глубина составляет где-то 10 до 12 километров. Где-то там 8, 10, 12 километров. Дальше город Сумы, областной центр. Но у нас нет такой задачи забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю. Но я к чему? Я к чему это? Но почему? Почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают.
постоянно обстреливают приграничные территории. Ну вот, пожалуйста. Это результат их, в принципе, абсолютно, я думаю, безграмотных, просто ничем не обоснованных действий. Смысл и цель была только в одном. Цель политического характера. Показать, что что-то могут, что-то еще получить от своих спонсоров из-за границы. Ну и так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет, мало. Еще хотят. И половину разворовывают еще к тому же, значит, если не больше. Вот поэтому мы оказались сейчас вот на этих территориях. Это логика того, как складывается противостояние. И из чего оно складывается. Thank you, Mr. President. Благодарю вас, господин президент. Я чуть позже еще вернусь к некоторым аспектам, прежде всего ядерным аспектам того, что происходит сейчас в мире. Но я хотел бы сейчас пригласить к диалогу и других участников. Индонезия, Бахрейн, Южная Африка – это три страны, которые активно расширяют и углубляют свои взаимоотношения с Российской Федерацией. Из того, что я понял, текущий конфликт, к сожалению, надеюсь, я ошибаюсь, может продолжаться еще довольно длительное время. Скажите, пожалуйста, как вы планируете бороться с последствиями этого конфликта, скажем, возможно, с вторичными санкциями, с утратой политической репутации в мире, с давлением, которое оказывается на ваших союзников? Это очень сложная ситуация, в которой не хотелось бы оказываться, но это реальное положение дел. Начну с вас, господин президент. Если честно, я не совсем понял ваш вопрос. Что вы спрашиваете про вторичные санкции? Я упрощу вопрос. Я скажу следующее. Позиция Индонезии очень ясная. Наша позиция – это движение неприсоединения. В случае с конфликтом на Украине, мне кажется, еще 2 года назад мы предложили немедленное перемирие. Немедленное. И мне кажется, на тот момент реакция со стороны России была очень открытой и в целом даже положительной. Но реакция со стороны правительств западных стран... Нет, буду с вами откровенен. Не всех правительств западных стран, но во многих западных СМИ были явные нападки и самые ярые нападения в мой адрес. Они писали о том, что я предложил идею мира, основанную на кладбище. И очень многие западные журналисты именно в этом меня обвиняли. Но мы всегда предлагаем мирное решение. И на тот момент я лишь хотел всем напомнить, посмотрите на конфликт Северной и Южной Кореи. Сейчас там существует демилитаризованная зона под мониторингом ООН. Война официально еще не закончилась до сих пор. Но, тем не менее, определенные мирные условия созданы. Именно поэтому мы предлагали следующее. Люди со стороны Украины, русскоговорящее население, которое проживает в определенных территориях. Почему бы не заморозить конфликт? Да, конечно, мы находимся очень далеко от места, где разворачивается этот конфликт. Но, тем не менее, мы всегда хотим продвигать мирное решение конфликтов. Кто может ввести санкции против нас? Я этого просто не понимаю. Шейх Насер, если позволите, тот же вопрос обращу к вам. Вопрос относительно вторичных санкций. Риска вторичных санкций, с которыми могут столкнуться друзья России. Мне кажется, мы можем согласиться, что это часть реальности на сегодняшний день. И многие страны обращают на это внимание. Для них это риски, и они вызывают обеспокоенность у многих. А какова ваша позиция? Как вы навигируете в этой ситуации, пытаясь сохранить лицо, защитить свою репутацию, избежать санкций? Вы сказали «друзья России».
И, безусловно, королевство Бахрейн считает себя не только другом России, но и другом всего мира. Как я уже говорил, мы считаем себя мостом. Мы хотим выступать мостом между конфликтующими сторонами. Наши объятия всегда открыты. Я бы не сказал, что мы занимаем нейтральную позицию. Нейтральная позиция означает, что мы избегаем присоединения к той или иной стороне. Я вижу нашу миссию иначе. Мы ищем мира, мы продвигаем мир, и мы раскрываем объятия навстречу мира. Мы хотим видеть Бахрейн как место для проведения мирных переговоров. И при мудром руководстве Его Высочества мы всегда приветствуем мирные усилия. И вы, господин президент, несомненно помните, что мы выступали с предложением и говорили, что Бахрейн всегда открыт и будет рад принять у себя мирные переговоры. Когда бы они ни случились, мы всегда их будем очень рады принять на своей территории. И если нам удастся добиться этого, вне всякого сомнения, мы все будем определенными бенефициарами этой ситуации, прежде всего потому, что мы превыше всего поставим интересы мира. И что бы ни происходило с правого толка, с левого, с центра или где бы то ни было, я не вижу никакого смысла в этом. Не будет решения, когда кто-то проиграл, а кто-то победил. Никто не выйдет из ситуации победителем, если мы увидим, что весь мир горит в конфликтах. Что это за видение мира? Мы должны посмотреть на эту ситуацию именно через призму поиска решения. Это должно быть долгосрочное решение. Это должна быть дальновидная стратегия, которая обеспечит и защитит нашу экономику и будущие поколения. И то, как наш мир будет выглядеть для следующих поколений. Это, несомненно, сложные вопросы. На эти вопросы очень сложно найти ответы сегодня, потому что это разговор о будущем. Но все, что я знаю, что у нас есть сегодня. И опять же, каждый раз, наблюдая восход солнца, думая о том, что происходит сегодня. И когда я смотрю на мир вокруг меня сегодня, я вижу, что люди подстраиваются под ситуацию. Они меняются, они адаптируются и надеются, что благодаря мудрому лидерству, видению и руководству президента Путина, люди надеются, что что-то хорошее произойдет. И поэтому я оптимист. Я смотрю на ситуацию и вижу возможности. Я вижу возможности для своей страны, и я вижу возможности для всех нас, возможности преодоления войны. Если мы будем искать решение вместе, как мы можем найти решение? Если у нас это получится, значит, мы на верном пути. И именно с таким настроем мы движемся в правильную сторону. Если мы об этом не думаем, то, наверное, мы не ищем решения. Поэтому я бы предложил не погружаться слишком глубоко в эти проблемы, но тем не менее давайте смотреть вперед, держать голову высоко, расправим плечи и посмотрим в будущее, потому что вместе с вами мы его определяем. Вот именно так наше королевство навигирует в сегодняшней реальности. Это превосходный ответ. Господин вице-президент ЮАР, если позволите, тот же вопрос вам. Ну, ЮАР уже сейчас столкнулась с тарифной войной. И эта тарифная война разворачивается прямо сейчас, по мере того, как мы разговариваем. Если к этому добавятся еще и страновые санкции, ну что ж, это ситуация, с которой нам придется работать. Ранее я уже говорила о том, что путь к многополярности никогда не бывает легким. Он не может быть легким. Все, что нам необходимо предпринять для обеспечения равенства в мире, если мы не готовы терпеть, что кто-то диктует нам условия, то это потребует усилий. Это не бывает просто, но именно в самые сложные времена друзья должны держаться вместе. И именно таким образом мы видим эти вызовы, мы принимаем их вместе. И в этом отношении я хотел бы вспомнить, опять же, величие Нельсона Манделы и то, как он вел себя в самые трудные времена, когда кто-то пытается тебе указывать, почему ты разговариваешь с этой страной, почему ты обратился к этому партнеру. Мы говорим, мы не позволим никому диктовать нам, как выбирать друзей. Мы сами выбираем своих друзей. Мы вместе с нашими друзьями даже самые трудные времена. И поэтому страны глобального юга должны работать вместе. Мы уже это делаем. Мы уже едины. Но, безусловно, и этот вызов мы примем вместе. Я уверен, мы его преодолеем.
Президент Путин, а вы удовлетворены ответами ваших коллег? Кажется, вы явно довольны. Прокомментируете ситуацию? Вы знаете, я, во-первых, не сомневался, что так и будет. И не потому, что кто-то хочет кому-то навредить. Или кто-то хочет, значит, кому-то сказать что-то хорошее. Дело ведь совершенно не в этом. Мы опять возвращаемся к началу нашей дискуссии, когда я сказал о том, что изменение в мире происходит естественным путем, как восход солнца. Понимаете? И с этим все связано. Вот вы же что сказали? Вот Россия и Китай формируют новый мир. Мы ничего не ломаем. Понимаете? В этом вся проблема. Мы же никому не создаем сложности. Вот зампремьера Госсовета сказал, наша дружба, наши отношения не направлены против кого бы то ни было. Это правда, это так и есть. Мы просто оформляем то, что в мире происходит естественным путем. Это все равно будет происходить. И сгибаться под давлением тех, кто хочет сохранить прежние правила, это значит оставаться где-то сзади. А преодолевать все сложности, все, в том числе и тарифные войны, в том числе и санкции и так далее. Преодолевать это значит идти вперед. Мы дружим с теми, сотрудничаем с теми, кто хочет идти вперед. И готов к этому, принимает этот вызов и готов к этому. В рамках вашего предыдущего ответа по вопросу относительно Украины вы отметили ядерный аспект данного конфликта, очень неявно. Если честно, я прочитал некоторые отчеты, большинство из них опубликованы и освещаются российскими СМИ. Есть некое допущение, что Украина потенциально может использовать бомбу против России и теоретически сбросить грязную бомбу на территории России. Вы считаете это действительно вероятно и возможно? Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Может быть, было бы их последней ошибкой. Потому что в нашей ядерной доктрине, и здравый смысл, и практика наших действий всегда говорит о том, что мы всегда отвечаем на все угрозы, которые нам создают, зеркально. Мы отвечаем всегда и всегда зеркально. Поэтому ответ наш будет очень жестким и, скорее всего, катастрофическим и для неонацистского режима, а, к сожалению, для самой Украины. Надеюсь, что до этого никогда не дойдет. Из тона вашего ответа я могу сделать вывод, что вы серьезно воспринимаете подобные отчеты. Есть ли некие доказательства, может быть, доказательства, собранные разведкой, которые подтверждают эту версию? Нет, у нас, слава богу, никаких подтверждений о таких намерениях нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться. Я дал, по-моему, исчерпывающий ответ на возможную нашу реакцию. Да, безусловно.
Мы совсем недавно говорили о дружбе. И друзья России, представленные в рамках этой дискуссии, я хотела бы обратиться к вам. Начну с ЮАР, затем Королевство Бахрейн, а затем Индонезия. Если коллеги из Китая захотят отреагировать, то микрофон для вас всегда открыт. Вопрос следующий. Удивлены ли вы, что еще один друг России, Иран, подвергся атаке, и Россия не предприняла каких-то явных шагов, чтобы поддержать этого друга? Ну, по крайней мере, это тот нарратив, который мы можем услышать из СМИ. Какова позиция России по отношению к этому конфликту? А вы, как друзья России, удивлены? Президент Путин уже сказал, что он на связи и сохраняет контакты с представителями Израиля, а также остается на связи со своим визави из Ирана. И прежде всего, это коммуникация, направленная на поиски решения. И мы полагаем, что это правильная и верная позиция в текущей ситуации. Поэтому мы совершенно не удивлены. Напротив, мы поддерживаем подобный подход. Республика, которую я представляю, ЮАР, это прежде всего страна, которая является частью движения неприсоединения. Мы всегда выступали и выступаем за мирное решение конфликта. Президент ЮАР уже сделал соответствующее заявление по этому вопросу. Он сказал о том, что необходимо вести переговоры, и это как раз тот путь, который мы намерены продолжать. Шейх Насер. Мой ответ будет простым. Мне нравится, когда ответ можно сделать простым и ясным. Я буду рад, если наши российские слушатели засмеются, если мой ответ позволит мне добиться улыбки на лице российских коллег, значит, я друг России. Ну, хотя бы один человек улыбнулся, засмеялся, это уже хорошо. Господин президент, прежде чем я предоставлю вам слово, президент Путин, пожалуйста. Прежде всего, президент Индонезии, вам слово. Моя позиция следующая. И позиция эта очень логична, на мой взгляд. Каждая страна несет ответственность за защиту своих национальных интересов. И каждая страна так или иначе будет защищать свои национальные интересы. Быть друзьями значит быть друзьями. Это значит искать пути сотрудничества, стараться помогать друг другу. Но быть друзьями не значит, что каждая страна должна отказаться от своих национальных интересов или поступиться собственными национальными интересами в пользу национальных интересов другой страны. И поэтому это всегда решение каждой конкретной страны — защищать и определять свои национальные интересы. Такова моя позиция. Президент Путин, вы что-то записываете. Если позволите, задам буквально один вопрос и дам вам слово. Мы все записываем, видите? У нас каждый шаг записан, каждый шаг. Am I in trouble? У меня теперь проблемы? Вы с ними справитесь. А мы вам поможем даже. Хорошо. Западные СМИ зачастую пишут следующее. И я хотел бы предоставить вам возможность прокомментировать этот нарратив. Они пишут о том, что война, развязанная против Ирана, это хорошо для России. И это хорошо, потому что внимание переключается на другой конфликт. У западных стран появляется еще одна проблема, которой им нужно заниматься. И в-третьих, Украина в итоге оказывается на периферии происходящего. Сейчас все внимание сконцентрировано на Иране и Израиле, а не на Украине. Что вы на это скажете? И что вы скажете тем, кто говорит или пишет о том, что Россия ненадежный союзник, потому что она не вступилась за Иран? Те, кто продвигают такие нарративы, как ненадежность России как союзника, провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет, они не добьются своих целей. Потому что, во-первых, каждый конфликт, он только внешне похож на другие конфликты. Но, как совершенно точно сказал
в недавнем прошлом министр обороны и теоретик в известной степени вооруженных конфликтов, вооруженного противостояния, мой уважаемый коллега из Индонезии, а сегодня он президент этой страны. Мы, кстати, издали его книжку на русском языке о военном искусстве. Вот. Каждая страна несет собственную ответственность за то, что происходит у нее. Теперь, что касается надежности и ненадежности России как союзника, здесь уже говорили о том, что значит, мы должны проявлять определенную солидарность, так и есть. Но в каждом случае все-таки любые конфликты достаточно уникальны. Хочу обратить ваше внимание, что в Израиле проживает почти 2 миллиона человек, выходцев из бывшего Советского Союза и Российской Федерации. Это почти русскоговорящая страна сегодня. Вот. И мы, безусловно, всегда в новейшей российской истории учитываем этот фактор. Это первое. Второе. У нас традиционно сложились очень добрые, доверительные, дружеские и союзнические отношения с арабским и исламским миром. И в силу того, что у нас больше 15, где-то около 15% исламского населения, поэтому мы наблюдатели в Организации исламского сотрудничества, понимаете, здесь это тоже такой фактор. Мы должны иметь в виду и это, и другое обстоятельство. У нас сложились определенные отношения дружеские с Ираном. Значит, во-первых, в этой связи мы всегда выполняем все наши обязательства. То же самое происходит на российско-иранском треке. Мы поддерживаем Иран в борьбе за его законные интересы, в том числе в борьбе за его интересы по мирному атому. И мы всегда занимали эту позицию. Принципиальная наша позиция в данном случае и в этом конфликте не поменялась. Кто говорит, что мы должны были бы сделать больше, что больше? Начинать какие-то боевые операции? Так что ли? У нас и так идут боевые операции с теми, которых мы считаем противниками тех идей, которые мы защищаем, и тех, кто создает угрозы для Российской Федерации. А это в основе своей, в принципе, одни и те же силы, что в Иране, что в российском случае, там где-то подальше, в тылу, за спиной. Значит, но это даже не те, кто на линии боевого соприкосновения находится. Но у нас есть определенные обязательства, и мы защищаем право Ирана на мирный атом. И не на словах, а на деле. Что это значит? Мы, несмотря на всю сложность ситуации вокруг Ирана, построили атомный реактор в Иране, в Бушире. Мы заключили контракт на строительство еще 2 атомных реакторов. И мы, несмотря на всю сложность ситуации, несмотря на опасность определенную, мы продолжаем эту работу. Мы не эвакуируем наш персонал оттуда. Больше того, мы, в данном случае, опираясь на известный уровень наших отношений с Израилем, на восстанавливающиеся отношения с Соединенными Штатами, мы и перед Израилем поставили этот вопрос, и перед президентом Трампом поставили этот вопрос о том, что мы выполняем там свои функции в Иране, исходя из наших представлений о праве Ирана на мирный атом, и исходя из того, что мы действуем абсолютно в рамках международных норм, и мы просим обеспечить безопасность нашего персонала. Хочу сказать, что премьер-министр Нетаньяху с этим согласился. И президент Трамп обещал поддержать наши законные требования. Разве это не поддержка Ирана? По-моему, прямая поддержка.
кроме того, что мы заняли определенную позицию в Организации Объединенных Наций. Но та позиция, которую мы занимаем, в том числе в рамках ООН, и я в этом глубоко убежден, она соответствует как интересам Ирана, так и интересам государства Израиль. Ну, наверное, достаточно говорить о геополитике. Буквально последний вопрос, и перейдем к экономике. И к другим вопросам, касающимся искусственного интеллекта. Прошу прощения? Так мы с вами до утра будем здесь дискутировать. В этом году форум совпадает с празднованием 80-летия Великой Победы, победы во Второй мировой войне. Беспокоит ли вас то, что мы скатываемся к Третьей мировой сейчас? Беспокоит. Говорю без всякой иронии, без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. Ну и у нас под носом, нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении. То, что происходит на Ближнем Востоке. И, конечно, нас очень беспокоит то, что происходит вокруг ядерных объектов Ирана, беспокоит то, к чему это может привести, и это требует, безусловно, нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и к поиску развязок, к поиску решений, причем желательно мирными средствами, по всем направлениям. Вот я говорю совершенно искренне. Но ради этого, в том числе, мы здесь собрались. Господин вице-премьер, возвращаюсь к вам. Мы говорили о разных вопросах, но поговорим об экономике. Это вещь, которая вас касается, пожалуй, больше, чем что-либо еще. Санкции имеют не только политический или военный характер. Некоторые страны фактически милитаризируют систему образования. Они милитаризируют научные исследования. И наверняка это очень беспокоит Китай. Это та проблема, к которой Китай относится крайне серьезно. Скажите, пожалуйста, как вы смягчаете вот такого рода риски благодаря своим отношениям с Российской Федерацией? И как вы поддерживаете собственный суверенитет? Какие решения вы принимаете в этой связи? Спасибо за вопрос. Давайте посмотрим на весь мир. Наука, технология, образование — эти сферы имеют очень важное значение для прогрессивного развития человечества. Это беспрецедентное значение. Но давайте подумаем. Весь этот прогресс был бы невозможен без сотрудничества между разными народами, странами, невозможен без взаимообучения. Поэтому образование, наука и технология — это незаменимая сила для дальнейшего развития человеческого общества. Как вы и сказали, в последнее время, это уже не настоящее время, то есть 7-8 лет назад уже началось это. То есть некоторые страны, они применяют многие меры силового диктата. Дело даже дошло до препятствования межгосударственному сотрудничеству на научно-техническом и образовательном треке. Это исторический регресс серьезно наносит урон устойчивому развитию человечества. Конечно, отрадно отметить, что Китай и Россия быстро развиваются сотрудничество в области образования, науки и техники. Можно с уверенностью сказать, что наши страны
наши страны дают один из лучших примеров сотрудничества. Если говорить об образовании, то есть во всех направлениях, включая студенческие обмены, преподавание языков, бурно развиваются, и эти сотрудничество по этим направлениям достигло уже очень высокого уровня. Свыше 800 вузов наших стран создают сразу 15 ассоциаций профильных университетов. Что касается научно-технической отрасли, мы создали совместный институт фундаментальных исследований, мы создали высококлассные совместные лаборатории, успешно взаимодействуют по реализации проектов Мегасайенс, и мы расширяем взаимный открытый доступ к научному оборудованию. То есть у нас налицо уже впечатляющие результаты. Поэтому я думаю, что даже без какой-либо великой державы весь мир продолжается развиваться, продолжает свою динамику. Даже без них мы бы очень хорошо развивались. Не стоит беспокоиться об этом. Не стоит переживать. Практика Китая показывает последние годы, где сильнее удар, там и будет более быстрый прогресс и развитие. Американцы пытаются блокировать развитие нашей науки, технологии. Это не сегодня, не вчера. Они это делают десятилетиями. Но все их попытки только делают нас сильнее по тем направлениям, по которым они ударят. Сегодняшние ограничения только создают хороший стимул для завтрашнего развития. В мае текущего года представитель Си Цзиньпинь и президент Путин провели плодотворную встречу. Они наметили новые планы по развитию сотрудничества в области образования, науки и техники. Я думаю, что реализация этих договоренностей только позволит увеличить масштабы нашего сотрудничества, позволит нам расширить охват сотрудничества, особенно в таких областях, как искусственный интеллект, низкоуглеродные технологии, биотехнологии, новые материалы, авиация и космос. Это научно-технические инновации. У нас обязательно будет солидный пакет результатов по этим направлениям. У нас и совершенствуются механизмы сотрудничества. Правительства двух стран прилагают все возможные усилия к дальнейшему развитию сотрудничества в этих отраслях. Спасибо за внимание. Президент Путин, я очень внимательно слушал ваше выступление. Вы говорили об инвестициях, но посыл был не совсем ясен. Как вы относитесь к прямым иностранным инвестициям? Какова ваша позиция по этому вопросу? Какова позиция России? Вы по-прежнему заинтересованы в привлечении прямых иностранных инвестиций? Это бремя или возможность для вас? Какова позиция России именно по этому вопросу? Мы вообще считаем, что частные инвестиции – это то, что нам нужно, и то, без чего вряд ли сможет развиваться эффективно российская экономика. И это в полной мере касается и иностранных инвестиций. Мы же наших инвесторов, которые раньше работали на протяжении достаточно длительного времени, мы из России не эвакуировали, никого отсюда не изгоняли. Многие инвесторы сами ушли с большими потерями, но наша политика в этом смысле не претерпела никаких изменений. Да, в принципе, инвестиционный потенциал у наших эконом-операторов достаточно большой, но, безусловно, мы приветствуем любые иностранные инвестиции. У нас сейчас инвестиции в основной капитал в первом квартале текущего года 8,7%. Я знаю, что здесь происходили на площадках форума дискуссии на этот счет по поводу того, что у нас есть известные проблемы, напряжения с высокой ключевой ставкой, связанные и инвестиции не сохранятся до конца года, но, тем не менее, Центральный банк исходит из того, что у нас кредитование
реального сектора где-то сохранится на уровне 10-11% по результатам года. Посмотрим, как это будет. Мне бы очень хотелось, чтобы так оно на самом деле и было. Но иностранные инвестиции мы приветствуем, безусловно. И не только приветствуем, но и будем создавать всячески, всеми возможными способами условия для того, чтобы наши партнеры чувствовали себя здесь комфортно. Ну вот у нас здесь наш друг из Бахрейна, вот по линии, скажем, Российского фонда прямых инвестиций, у них уже есть договоренности наладить конкретную работу. Первые шаги сделаны, они, может быть, не такие масштабные, там где-то на 15 миллиардов рублей, но вот с Арабскими Эмиратами у нас очень активная работа идет по линии суверенных фондов, с Саудовской Аравией, с другими странами. Причем наши партнеры, наши друзья, они даже приняли решение, и не вчера, не сегодня, уже несколько лет назад, они доверяют своим российским партнерам и просто автоматически, хочу это подчеркнуть, автоматически соинвестируют в те проекты, в которые вкладывает Российский фонд прямых инвестиций, 10%. Сразу, не спрашивая даже, что там дальше будет. Это знак высокого доверия. Мы этим очень дорожим. И потом они вкладываются больше. Ну вот с господином Дмитрием поговорить, он нам назовет окончательные цифры. Речь идет о многих миллиардах долларов. Можно и через другие источники, через другие инструменты это использовать. У нас практически ведь нет ограничений для сфер приложения усилий и капиталов для наших иностранных партнеров. Это одно из ключевых направлений, как я полагаю, нашего сотрудничества. Учитывая вышесказанное, я вижу два тренда. И это два тренда, которые я вижу, общаясь с российскими бизнесменами, в том числе в моей родной стране ОАЭ. Во-первых, я вижу некое отрицание опции buy-back. Когда случилась война, мы видели целый ряд иностранных инвестиций, которые были выкуплены российскими компаниями. И сейчас некоторые из них хотят выкупить назад свои инвестиции, используя опцию buy-back. И кажется, что есть определенная оппозиция, и российские власти или российский бизнес в той или иной мере пытается мешать этой опции и ее использованию. Во-вторых, мы видим определенные опасения относительно национализации. Кажется, что мы видим определенные шаги по национализации. Не так давно я читал о том, что один аэропорт был выкуплен или даже просто был национализирован в рамках решения суда у частного владельца в пользу государства. Как, на ваш взгляд, эти две тенденции могут влиять на скорость восстановления российской экономики? Значит, национализация не может положительно влиять на рост российской экономики. Мы отдаем себе в этом отчет. Тот случай, о котором вы сказали, речь идет, насколько я понимаю, об аэропорте Домодедово в Москве. Так, простите за моветон, возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами. Он идет много лет и в конце концов вылился вот в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией. Национализация – это процесс, который прописан в законе. Мы этот закон, эти нормы не применяем. И, на мой взгляд, вообще, я уже говорил на встречах с бизнесом, речь о чем? О том, что в ходе приватизации, конечно, много было допущено несправедливости. Там за 1 рубль приватизировали то, что стоит, может быть, миллионы. Все это понятно, но и с точки зрения социальной справедливости это далеко были не лучшие решения. Но еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать. Поэтому, на мой взгляд, нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть эту тему раз навсегда на всю оставшуюся жизнь. Поэтому вот то, что вы сказали, к деприватизации не имеет никакого отношения.
Что касается возможного возвращения наших партнеров, так называемый байбек, здесь тоже есть определенные вещи, на которые мы должны обратить внимание. Первое, мы должны понять, кто и как у нас уходил, на каких основаниях. Если кто-то уходил по политическим соображениям, под давлением своих политических элит своих стран, то это значит ненадежные партнеры. Они поставили в трудное положение трудовые коллективы, которые могли оказаться на улице. Видимо, к этому и стремились. Но ничего не получилось, потому что российский бизнес перехватывал управление, заходил в освобождающиеся ниши. И, откровенно говоря, в этом смысле решения подобного рода способствовали изменению качества российской экономики, потому что наши предприниматели входили в управление этими компаниями или становились их собственниками. Но если есть юридически обязывающие документы, которые были прописаны между партнерами, которые гарантировали этот самый байбек, ну что же, тогда надо и российским компаниям будет эти условия выполнять. Мы за то, чтобы отношения были надежными и стабильными. Но так не всегда происходило. Поэтому у правительства Российской Федерации есть поручение, они сейчас отработают это. И прошу депутатов парламента поддержать то, что будет выработано. Нам нужно будет все-таки принять решение в целом по возвращению тех иностранных компаний, которые хотят вернуться на наш рынок. Мы должны поддержать все, что нам выгодно. Господин президент, как ваша страна пытается максимально выгодно использовать текущую экономическую ситуацию в России? Мы знаем, что некоторые люди уехали, бизнесы и компании уехали. Появилось много возможностей, много ниш на российском рынке, в том числе для индонезийских компаний. Как вы используете эту ситуацию на свое благо? Как я уже говорил ранее, у меня и ранее были хорошие отношения с целым рядом российских бизнес-групп и компаний. Но должен быть с вами откровенен, они были и остаются заинтересованы в том, чтобы выходить на индонезийский рынок. Поскольку у нас большое количество секторов, которые пока находятся на самом начальном этапе развития, и потенциал для роста очень большой. Поэтому, по сути, я вижу, что по большей части российские компании хотят прийти в Индонезию. Но ранее у индонезийских и российских компаний был опыт совместных предприятий непосредственно на сырьевых рынках, в сфере трейдинга, сырьем и энергоресурсами, прежде всего нефтью и газом. А сейчас мы открываем свои рынки для, помимо прочего, российской сельскохозяйственной продукции. И неверно говорить, что мы хотим как-то воспользоваться ситуацией. Мы открыты возможностям, и мы хотим использовать эти возможности, потому что мы, в свою очередь, тоже получили очень горькую пилюлю в виде тарифов. Все мы о них знаем. И все мы знаем поведение американского рынка. Сейчас мы вынуждены искать новые рынки. Мы смотрим в сторону Африки, Латинской Америки, Евразии. И, безусловно, сейчас мы находимся в процессе заключения соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Европейский союз — это еще один рынок, конечно. Поэтому для нас это вопрос диверсификации. Но да, мы занимаем уверенную позицию.
Мы знаем свои сильные стороны, они у нас есть. У нас есть наши возможности, наш потенциал. И, конечно, есть наши отношения с Китаем. Они очень сильны, они находятся на хорошем уровне. И мы настроены оптимистически, по меньшей мере. Спасибо. Господин вице-президент, есть большое количество аспектов развития экономических отношений между Россией и ЮАР, но один из ключевых аспектов — это текущий энергетический дефицит в ЮАР. Вы пытались решить эту проблему в рамках более активного сотрудничества с Россией непосредственно в сфере энергетики. Хотел спросить вас, кажется, что на данный момент результаты этого сотрудничества не настолько впечатляющие, как вам, наверное, хотелось бы. Тем не менее, Россия может помочь. Как вы оцениваете текущий уровень сотрудничества в этой сфере? Спасибо за вопрос. Прежде всего, позвольте сказать, что у меня состоялся уже целый ряд хороших встреч и с премьер-министром, и с господином президентом. Мы договорились о том, что нам важно наращивать объемы торговли. Прежде всего, двусторонней торговли. На данный момент объем торговли между Россией и ЮАР составляет около 1,3 миллиардов долларов США. Мы полагаем, что это довольно низкий показатель. И мы хотели бы эту сумму утроить уже в следующие 4-5 лет. Поэтому мы проанализировали самые разные сектора. Мы, конечно, посмотрели и на сектор энергетики. Россия обладает большим количеством прорывных технологий. В этом отношении мы смотрим на солнечную энергетику, на газ, на ядерную энергетику. И уже сейчас наши министры общаются и прорабатывают детали. Также мы общались о критически важных минералах и полезных ископаемых, которые особенно важны для поддержки наших совместных локальных усилий. Также мы говорили о секторе сельского хозяйства. Мы экспортируем в Россию цитрусовые, прежде всего фрукты. Мы экспортируем вина. Но мы должны наращивать объемы. Также у нас есть бизнес-совет между Россией и ЮАР, в рамках которого мы также обсуждаем, что можно импортировать из России. И буквально вчера коллеги рассказывали мне о том, что было подписано соглашение по импорту российской водки в ЮАР. И, конечно, в целом на африканский континент. Поэтому процесс начат. Мы все понимаем, что мы должны делать больше. Мы должны наращивать торговлю между нашими двумя странами. Помимо этого, нам также важно бороться с бюрократией. И некоторые бизнесмены говорили об узких местах, с которыми они сталкиваются, каких-то аспектах, которые усложняют их работу и мешают торговле с африканскими партнерами. Это, прежде всего, вопрос финансового характера, ситуация с валютами, и Резервный банк ЮАР рассматривает потенциальные решения, как мы можем помочь и облегчить эти проблемы. Мы привержены поиску решения, мы договорились о том, что будем искать решения по всем этим темам, и пока мы с вами сейчас разговариваем, наши министры уже прорабатывают детали. Это включает такие аспекты, как водные ресурсы, разумеется, инфраструктурные проекты. Это вопросы железнодорожного хозяйства. Мы говорили о локомотивах, системах стрелок, переводов, реле. Все, что необходимо для эффективного развития железнодорожного полотна и, конечно, общего наращивания торговли между Россией и ЮАР. Начало уже положено. Да, мой коллега из ЮАР сказал, что уже налажены поставки водки в Южноафриканскую республику. Вы знаете, ведь это очень правильный и серьезный шаг. Почему? Потому что если водки выпить, как у нас говорят, надо же закусить чем-то. И поэтому за этим наверняка последуют поставки мясной продукции. Значит, или поставки зерна. Вот
плюс поставки зерна. Мы, например, собираемся вместе с нашими друзьями из Бахрейна создать целый хаб по поставкам пшеницы из России. Хочу напомнить, что Россия уверенно занимает первое место в мире по продажам пшеницы на мировом рынке. И в этом заинтересованы очень многие страны арабского мира. Вот в этом направлении шаг за шагом мы будем двигаться. Что касается энергетики, то действительно у нас здесь много возможностей по этому направлению, включая атомную энергетику. В этой связи напомню, что компания «Росатом» является безусловным лидером в мире по развитию атомной энергетики. И строит, по-моему, 22 блока в мире. 22. Это самый большой показатель, значительно опережающий всех наших конкурентов, и из Соединенных Штатов, и из Японии и так далее. Мы рассматриваем такую возможность по совместной работе и в других странах-партнерах, в том числе и в ЮАР. Поэтому здесь действительно много хороших и перспективных направлений. Я уже не говорю про углеводороды, это само собой разумеется. Безусловно, больше водки поможет миру и приведет его в лучшее состояние. Во всяком случае, будет веселее жить, это уж точно. Если можно, я хотел бы вернуться к ситуации на Ближнем Востоке, но не в геополитическом плане, а поговорим немного о другом аспекте. Это шоки предложения, которые ожидают на рынке из-за того, что сейчас на территории Ирана ведутся боевые действия. Может ли Российская Федерация как-то вмешаться? Или возможности Российской Федерации в этом плане ограничены санкциями и другими факторами? Я уже говорил о том, что мы делаем. Что вы имеете в виду? Что значит вмешаться? Можете ли вы помочь смягчить шок предложения на рынке в связи с событиями в Иране? Может ли Россия предложить больше нефти? Да, конечно. Во-первых, дело не в нас. Дело в том, что мы очень строго выполняем, дело не только в нас, мы очень строго выполняем все наши договоренности в рамках работы с нашими друзьями и партнерами по линии ОПЕК+. Эти страны сознательно ограничивают добычу и поставки энергоносителей на мировой рынок. Сейчас, правда, по имеющейся договоренности постепенно добыча наращивается, но именно постепенно, имея в виду, чтобы не создать дисбалансов на мировом рынке, с тем, чтобы обеспечить, как мы в таких случаях всегда говорим, баланс между спросом и предложением и справедливые цены, которые были бы комфортны как странам-производителям, так и странам-потребителям. Конечно, мы видим, что сегодняшняя ситуация на Ближнем Востоке, сегодняшняя ситуация, связанная с конфликтом между Ираном и Израилем, привела к определенному росту цен. Но этот рост, на взгляд наших экспертов, не является значительным. Сколько сейчас? 75 долларов за баррель, то есть, а был 65. На 10 долларов вырос и стабилизировался на этом уровне. Многие страны, в том числе и страны залива, могут нарастить эти поставки, добычу нарастить и поставки на мировой рынок увеличить. Но, повторю, мы это делаем, как правило, согласованно, надеюсь, так оно и будет. В этом смысле и Объединенные Арабские Эмираты вносят очень существенный вклад, и наследный принц Саудовской Аравии очень ответственно к этому относится. Причем у нас решения всегда сбалансированный характер носят. Мы посмотрим все вместе, как будет развиваться ситуация. Пока какой-то оперативный такой
реакции не требуется. Вот санкции, которые недавно были введены в отношении России, затронули так называемый теневой флот. Как это может повлиять на предложение нефти в азиатские страны, в африканские страны? Как это повлияет на Россию? Как это повлияет на ваших друзей? Вы знаете, дело в том, что наши недруги, недоброжелатели, они изыскивают постоянно какие-то способы нанесения нам экономического ущерба. И прежде всего сами от этого страдают. Но вот вы сейчас говорили только об энергоносителях. Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже. Кстати, по-моему, Евростат тоже дает. Еврозона, допустим, ущерб еврозоны от отказа только на газ, по-моему, для них ущерб составил где-то около 200 миллиардов евро. 200 миллиардов евро они потеряли. Общий подъем цен происходит. Что касается теневого флота и так далее, вот наш китайский друг очень точно, на мой взгляд, сформулировал. Очень точно. Вот туда, куда кто-то пытается нанести какие-то удары, так, там мы становимся в конечном счете сильнее. Почему? Потому что мы всегда находим ответ и решение. Мы всегда находим ответ и решение. Вот говорили о тарифной политике, да? Но вот на торговлю между США и Китаем приходится 20% мировой торговли. Ну, конечно, в современных условиях, когда задолженность, закредитованность растет, во всей мировой экономике 300% эта задолженность уже достигает. Конечно, все это сказывается на всех. И попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить. Потому что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, повторяю, которые пытаются это сделать. Потому что они потребители основные. Вот и все, к чему это приведет. А мы рынки сбыта найдем. Вы знаете, очень интересный тон взят в вашем ответе. Я хочу последний вопрос вам задать напрямую, прежде чем я дам возможность уважаемым коллегам тоже высказаться. Итак, прямой вопрос. Есть немало свидетельств и тех исследований, к которым испытываешь доверие, что эта война убивает российскую экономику. Очень высока ключевая ставка. И долг растет. Убивает ли эта война вашу экономику? Во-первых, долг не растет. У нас один из самых низких в мире. Первое. Второе, что касается убийства российской экономики. Как в свое время известный писатель говорил, значит, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Да? Вот в данном случае то же самое. Смотрите, у нас в позапрошлом году главный показатель – это же рост ВВП, темпы роста ВВП. В позапрошлом году рост ВВП России составил 4,1%, а в прошлом году 4,3%. Общий мировой рост, если мне память не изменяет, 3,3%, то есть мы росли выше мирового, среднемирового темпа. Соединенные Штаты росли темпом 2,8%, а еврозона вообще 0,9%. То есть очевидно, что Россия совершенно точно добивается хорошего темпа и прогресса. А если вычистить из этого все, что связано с углеводородами, то рост у нас будет еще значительнее.
А какой? В позапрошлом году 7,2%, а в прошлом почти 5, 4,9%. Но это не самое главное. Это приятно, но это не самое главное. А что важнее? Меняется структура российской экономики. Вот это самое главное. И в структуре роста ВВП 43 с лишним процента – это не нефтегазовая отрасль. И даже не оборонные. Вот у нас значительная часть роста сосредоточена в основном промышленном секторе, даже не связанном напрямую с оборонкой. Я говорил это в своем выступлении. Вы знаете, что нас не может не радовать? Вот я считаю, что это вообще ключевая вещь. Мы все время говорим об импортозамещении. И действительно выделяли солидные финансовые ресурсы на то, чтобы замещать на те продукты, которые с нашего рынка ушли в силу и санкций, и ухода некоторых западных компаний. Вот в настоящий момент происходит очень позитивный момент, который заключается в том, что у нас все больше и больше появляется продуктов, основанных на собственных решениях, собственной платформе, связанной с развитием науки и высоких технологий. Вот это объем этого продукта постоянно увеличивается. И это говорит об изменении структуры российской экономики. Это одна из наших ключевых целей и задач. Вот промышленность растет еще большими темпами, чем ВВП страны. И в прошлом году, по-моему, это рост был где-то в районе 7%, 7,2% промышленность. Сейчас в первом квартале текущего года тоже уже, по-моему, 1,6, 1,9%. Рост продолжается. Все это происходит на фоне достаточно низкой безработицы. Она у нас на историческом минимуме находится, 2,3%. Да, конечно, платой за вот такой резкий рост экономики, для нас это достаточно быстрые темпы, стала инфляция. Но Центральный банк и правительство предпринимают необходимые усилия, в том числе это касается ключевой ставки высокой. Вы наверняка были свидетелем дискуссий, которые идут и в правительстве, и между правительством и Центральным банком. Да, конечно, простых решений здесь нет, но в целом нам удается справляться и с этой проблемой. Ведь, смотрите, все-таки уже однозначная цифра инфляции, уже сколько наш? Да, 9,6, по-моему, Илья Расхабзадовна кивнет нам где-то головой, где-то 9,6, да? И некоторые говорят, что там базовая инфляция уже 5, но это сейчас не буду вдаваться в детали, они мне здесь грузили меня 3 дня назад, объясняя, что такое, откуда взялись эти 5%, но все-таки Банк России считает, что где-то по году мы выходим уже на 7-8. Я думаю, что это будет 7%. Надеюсь на это. Соответствующим образом это значит, что меры, которые предпринимаются финансовыми властями России, они дают положительный результат. Есть вопросы, их много, которые мы должны решать. Вот руководитель Сбербанка улыбается, головой кивает, а ему чего не улыбаться? У него маржа 5,7%. А в западных основных финансовых институтах 3,7 максимум, понимаете? Это что же результат? Да, и в банковском секторе там есть на что нужно обратить особое внимание. Но в целом у нас ситуация устойчивая, надежная. Рассчитываю на то, что так оно и будет оставаться. Это был мой последний вопрос. Если позволите, сейчас я хотела бы предоставить по минуте каждому из выступающих. Если что-то, о чем я вас не спросил, о чем вы хотели бы высказаться, вице-премьер, вам слово. Mr. Vice. I'll move to you, Mr. President. Тогда слово вам, господин президент. I'd just like to thank
Я лишь хотел бы выразить благодарность президенту Путину и организаторам данного форума за потрясающую возможность. Я думаю, мы многому научились друг у друга. Большое вам спасибо. Я могу лишь эхом повторить эти слова, господин президент. Я хочу выразить благодарность Владимиру Владимировичу Путину. Большое спасибо за приглашение в великолепный Санкт-Петербург. Нам было приятно послушать вашу мудрость и поделиться своими мыслями. Большое вам спасибо. Я тоже хочу выразить благодарность президенту Путину за приглашение. Мы рады поучаствовать в столь значимом форуме. Я впервые приехал в этот красивейший город, в Санкт-Петербург. И, безусловно, мы действительно многому научились, послушав выступления других лидеров. И мы рассматриваем Россию и лично президента Путина как нашего друга и союзника. И мы ждем продолжения нашей совместной работы с президентом Путиным и российским народом. Поэтому я с нетерпением жду момента, когда я смогу снова вернуться в Санкт-Петербург. Господин президент, у меня не было возможности сказать, насколько прекрасен этот город. Я не успел его как следует рассмотреть. Может быть, завтра я успею это сделать, но я уже жду возвращения в следующем году. Спасибо. Президент Путин, это уже вторая панельная сессия, которую я имею удовольствие моделировать с вашим участием. Для меня это невероятная честь. Большое спасибо за ваше терпение. Вы действительно с невероятным терпением относились к моим вопросам, отвечали на них, и вы действительно продемонстрировали приверженность открытому диалогу. Спасибо, дорогие гости, спасибо, дамы и господа. Дорогие друзья, коллеги, позвольте мне выразить слова благодарности нашему ведущему. И я искренне хочу поблагодарить своих коллег, которые приняли участие в сегодняшней дискуссии. Я уверен, что это было интересно для аудитории. Ну и не только для той аудитории, которая здесь находится, но это многие вещи разойдутся и, безусловно, на весь мир. Это были интересные выступления, живые, что очень важно. И все соответствовали накалу тех событий, которые мы переживаем. Спасибо вам большое за то, что вы здесь сегодня среди нас.